Если вы хотите переехать в Испанию по студенческой визе, или если вы уже тут и хотите выучить испанский язык, вам в языковую школу Фрида. Как туда попасть? По ссылке в описании. Здравствуйте, ребята. Поклянись, что ты не расскажешь это в стендапе. Я проснулся, телевизор был воткнут топор. У тебя в Москве как это называлось? Во мне России намного больше, чем в тебе, в твоих словах. Ну это про меня! Ромовую бабу уважаю. Ё-моё, Юра. Нельзя так делать, у меня ком. Живели. Как? Это супер. Супер. О, супер, прикольно. Вас видно, помните, я вам говорил, что вас видно? И я, кстати, рад, что вас видно. Потому что я очень рад. Потому что я не из тех комиков, которым нужна вот эта безликая ревущая толпа, да? Мне нужна куча загоняющихся людей. Андрей, ты за последние несколько лет выпустил несколько очень необычных концертов, которые, как нам кажется, утвердили тебя как новую звезду русскоязычной комедии. В концертах, мы много будем про них сейчас говорить, там не только стендап, но там много элементов из других искусств. В общем, некоторые из них похожи даже на театральные постановки. Это было настолько необычно, что нам очень захотелось с тобой пообщаться. Кроме того, ты очень глубоко и жестко исследуешь тему семьи, рассказывая вещи, которые, в общем, далеко не каждый, даже стендап-комик решится рассказывать. Поэтому мы встретились с тобой, проводим эти несколько дней и исследуем тебя. Все так, кайф. Мы встречаемся в Черногории. На это есть несколько причин. Во-первых, у тебя нет ни шенгенской, ни американской визы, поэтому возможности чуть-чуть сужаются. Во-вторых, у тебя только что вышел концерт «Позорище», и там в названии есть отсылка к балканским языкам. Мы об этом чуть больше поговорим. В-третьих, значительная часть твоего стендапа — это рассказ о жизни русской провинции, про небогатую, простую жизнь. Черногория, при всем уважении к тому, что эта страна дает приют людям, бегущим от войны, это все-таки считается такой простой, небогатой, провинциальной европейской страной. Проследить путь из Чернушки в Черногорию. И Чернушка, Черногория. Тоже самое безумное, формальное, техническое, но тоже рифма. Поэтому мы здесь и путешествуем между разными красивыми локациями этой страны. Мы в Стокгольме. И под нами одно из самых защищенных и безопасных мест на планете. Оно называется Пионен. Изначально в 1943 году его оборудовали как бункер для гражданского населения, настолько крепкий, что он мог выдержать удар водородной бомбы, которая появилась позже. Крепко. В 2006 году помещение было выкуплено местным онлайн-провайдером, и внутри был оборудован дата-центр. Попасть внутрь можно только через стальную дверь толщиной 40 сантиметров и специальный туннель. Ну и еще один факт, который кое-что говорит об этом помещении. В 2010 году одних своих серверов здесь разместили организаторы проекта WikiLeaks. Поговорить про безопасность и защищенность данных мы решили, потому что это интеграция про менеджер паролей RoboForm. RoboForm был основан двумя русскими фаундерами в Кремниевой долине в начале нулевых. Тогда это был первый оригинальный менеджер паролей. Сейчас RoboForm — один из лидеров рынка. Для начала, зачем вообще пользоваться такой штукой? Когда вы запоминаете или записываете свои пароли, это не самый безопасный способ от взлома. Особенно, если вы используете легкие пароли или один и тот же пароль для разных сайтов. Лидеры по количеству украденных паролей — это США и Россия. По статистике, в Штатах уже было взломано более 2 миллиардов 700 миллионов связок логин-пароль. В России около 2 миллиардов 300 миллионов. Чем полезен RoboForm? Он снимает все проблемы, связанные с генерированием и хранением паролей. Генерируя уникальные пароли, программа синхронизирует их на всех ваших девайсах и позволяет автоматически логиниться в любом месте. С RoboForm пропадает необходимость запоминать десятки паролей или проходить процедуры их восстановления. Вы просто входите на сайт и в приложение одним нажатием.
И еще про безопасность. Здесь используется стандарт шифрования AES-256 с нулевым разглашением. То есть даже сотрудники Робоформ не имеют доступа к вашим паролям. При этом, если вам нужно поделиться своими онлайн-аккаунтами с родными, друзьями или коллегами, Робоформ позволяет это сделать быстро и без утечки. Максимальная защищенность здесь дополняется максимизацией эффективности в онлайне. В Робоформ встроена очень удобная функция автозаполнения форм, которая помогает легко и быстро делать покупки в интернете, проходить регистрацию на сайтах и заполнять любые онлайн-формы. Еще одна полезная функция — мониторинг компрометации. Центр безопасности Робоформ определяет слабые, повторно используемые или скомпрометированные пароли и предлагает им надежные замены. Узнать больше деталей про то, как работает Робоформ, и купить подписку со скидкой 40% можно по ссылке в описании. Вперед! У Андрея была претензия к Вдудю. Даже не претензия, а просто пожелание и вопрос. Я увидел у Артура Чапаряна и со Штефаном, когда был, вы сидите на холодном. Я не могу слушать интервью, я переживаю за вашу простату. Значит, во-первых, очень ценю беспокойство. Во-вторых, если ты посмотришь внимательнее на выпуск, например, с Штефановым, я там подложил себе шапку, как мог скрутить, и шарф под задницу. Штефанову я тоже предлагал что-то положить. Он сказал, что не, мне достаточно, я достаточно утеплен. Ну, максималист. Мы следим. Я просто стараюсь это сделать незаметно. А сейчас мы просто совершенно решили не стесняться и просто подложить. Мне кажется, разговоры про простату, они табуированы. И мне кажется, это неправильно. И я очень рад, что появился повод про это поговорить. А знаешь, что в комментариях на это твое напишут? А вы начали беречь свое очко, когда из России уехали. В каждом видео, которое ты выкладываешь у себя на YouTube-канале, одним из самых заплюсованных комментариев будет «Сколько он плакал, чтобы мы смеялись». Давай не твоим фанатам Давай. расскажем, откуда это взялось. У меня вышло первое стендап-видео, которое выстрелило, и я там был... Как-то меня так подсняли, меня холодный свет превращает в страшного бедолагу. У меня сразу... Вот это... У меня еще сильнее мои синяки под глазами. Это был еще стендап-фестиваль, я был немножко с похмелья, волосы назад немножко грязные. И самый хардкорный материал про то, какая у меня семья. И люди меня так начали жалеть. Я тогда увидел большую реакцию на мое творчество. Не когда зал из 30, 50 и даже 100 человек реагируют на шутки, а когда многотысячная аудитория. И один из самых залайканных комментариев там был: «Сколько он плакал, чтобы мы поржали». Что-то там респект, спасибо тебе большое. И я тогда каждый комментарий, это был ковид, и я каждое утро начинал с анализа каждого комментария. И мне первая пришла, когда ты много лет занимаешься, и тут пришла реакция, конечно, я... А что ты анализировал? Там запятые, правильно? Не, когда, там и ругали меня, говорили, как он про маму, как вот ты что за сына воспитала, вот это все. И я обижался, и злился, короче. И вот этот комментарий, сколько он плакал, чтобы мы смеялись, показался мне самым таким нарочито жалею, сколько в нем любви и жалости. Ты много привез из Перми слов, которые редко встретишь в Москве? Я сходу вспоминаю два слова. Это есть у меня слово «любаться». Любаться? Любаться — это чмокнуть, поцеловать чуть-чуть. В щечку? Можно я тебя полюбую? Так. Вот, это первое. Потом я говорю, я не знаю, говорят ли так в Пермском крае, или так говорит моя мама, маковка. Она говорит, когда ты что-то знаешь, ты что-то нелепо ты сделал, что-то у тебя не получается, говорит, маковка, дай, уйди, пожалуйста. Это снисхождение любящее. Любящее снисхождение, да, идеально. Это маковка моя. Ой, молодец, стараешься, конечно, давай я сам. Или сама. У тебя девушка на это как-то странно реагировала? Да, она говорит, маковка. Кто-то говорит, маковка — это у церкви, вот маковка. Почему? Какая здесь ассоциация? Типа, она не прослеживается. А у меня почему-то она вообще запросто прослеживается. А ты к ней к Марго так обращаешься? Да, периодически. И она не понимает? Уже понимает. Я уже, продавил. И сейчас в России ренессанс Тарковского, когда показывают ретроспективы постоянно в кинотеатрах. Типа нет западного кинематографа, и нам и не надо. Ведь у нас есть наша гордость, да? Андрей Тарковский. Великая русская культура, наша гордость. А при этом наша гордость умер в изгнании в другой стране.
как удобно. Мне вообще в этом плане Россия напоминает мою училку по геометрии, которая всю школу меня что-то шпыняла. Я во всем у нее был виноват, гнобила меня. И только у меня в жизни чуть-чуть что-то получилось. Я приехал себе в родной город, зашел в школу, и с дуру к ней в класс зашел, и она без раздумий сразу же представила меня всему классу вот так. «Ой, Андрюша, это наша гордость!» Ты своей гордости в 9 классе поворачивала перстень и фофан хуярила. Гордость. У меня здесь Николай Чудотворец. Ты из Чернушки. Да. Расскажи коротко, что это за населенный пункт. Это город на юге Пермского края, в котором много рядом нефти. И практически вся моя семья работает в компании, которая занимается обслуживанием нефтяных скважин. Город богатый. Давай так я бы сказал. Я надеюсь, я ни в коем случае не хочу обидеть чернушан. Город богатый, красивый, люди иногда злые. Что ты имеешь в виду? Не знаю, как объяснить. Мало, не знаю, любви к друг другу, поддержки, что ли. Как-то все одиноко там. Как там проходит детство? У тебя есть шутка в том концерте, который вышел на Outside стендапе, Да. что меня с детства окружали сильные женщины и слабохарактерные мужчины. Это факт. И поэтому я уже тогда решил, что я в своей жизни не ударю ни одного мужчины. Как происходило твое детство с такой философией? И там же, прости, шутка, я не ссыкло, у меня философия. Да, если бы это было сейчас, я бы, конечно, точно это на футболку напечатал. Кстати, по-моему, какой-то бренд потом это напечатал на футболку. Короче, как проходило детство? Я всегда общался с чуваками, которые были намного выше меня, намного сильнее меня. Я всегда дружил с... Я вчера подумал, что я слишком много матерюсь, но это будет правильное слово, с распиздяями. И брал от них какие-то вещи, но в моменты экстремальные отходил. Это почему-то так получалось. Я тогда не думал об этом, но у меня получалось в самые моменты, когда они уже уходили в какой-то полукриминал или в хулиганство какое-то откровенное. Ты не присоединялся? Я не присоединялся. Вот. Поэтому мне никогда не прилетало, меня никто не гнобил в школе. Я всегда был немножко клоун, весельчак, который... А не гнобил, потому что ты был с сильными вместе? Да. Ага. Но при этом сильными на делюге, как сказали бы в слове пацана, ты не ходил? Не ходил. Ага. Я же говорю, на компромиссе двигаюсь. Вообще. Так ты между струками попал. Угу. Расскажи, какие работы ты перепробовал перед тем, как стендап стал твоей основной профессией? О, нормально. С самого начала, да? Коротко. Можно коротко? Коротко. Короче, в детстве я там, как все, какие-то газеты, стройки. А потом, когда переехал из Чернушки в Пермь, я 8 лет работал в общепите. Хостес? Хостес. Помощник бармена. Бармен. Кальянщик. Шеф-кальянщик. А закончил я бариста. Кофе? Делал кофе, да, в торговом центре. Но это был мой план. Я дважды уходил из общепита, потому что, как известно, общепит то еще болото. Потому что если ты зайдешь в каждое второе заведение, там все скоро уволятся. Потому что всех это уже невозможно так жить. В смысле, на словах? Да. И я в какой-то момент стал таким же. Хотя был коктейльный бар, в котором я очень сильно кайфовал, и мы там занимались очень классными, интересными делами. Просто когда я первый раз бросил работу, началась пандемия, я просидел на пандемии, потратил подушку и такой, мне нужен такой общепит, из которого я очень захочу уйти и сделаю все, чтобы из него уйти. В стендапе, в творчестве, неважно в чем. Я замучаю себя, но сделаю все так, чтобы раз и навсегда бросить общепит. И так и получилось. Что это было за место? И что там происходило? Да, это сеть кофеин. Сначала я работал в ларьке на улице, в центре города. Все это Пермь? Все это Пермь, да. Я еще, который работал в коктейльном баре, занимался миксологией, ездил на конкурсы российские, вообще так много знаю. И, понимаешь, меня как будто я специально себя в самый низ, где меня учат варить капучино, правильно взбивать молоко, а я покорно стараюсь согласиться, но про себя думаю, что вы еще не знаете, что меня ждет. Ну, это уровень тогда страданий моих и внутренней драмы был на самом высочайшем уровне.
Вот, и в какой-то момент меня повысили, я хорошо работал, и меня взяли бариста на точку в торговом центре, где очень серьезная проходимость, а я уже вывозил за пару кофейную, и я проработал, по-моему, там полгода, пока меня не позвали сниматься в сериал, и с тех пор я занимаюсь только стендапом. Когда ты увлекся стендапом? Я в КВН 8 лет играл, а потом перестал играть в КВН и работал шеф-кальянщиком в баре, в котором был стендап. Так что, если бы не общепит, возвращаясь, почему я так подробно рассказал, может быть, этого и не случилось. Всего вот этого, Юр. Ты рассказывал про свой диалог с бабушкой, в котором она, на мой взгляд, очень глубоко описала, почему у наших людей бывает апатия. Вообще генерально. Да. Расскажи про этот диалог. Это было вообще откровение для меня. Бабушка приехала на пару часов из деревни, ну, поболтать, да что-то. И потом мы провожали ее на автобус. И просто болтаем ни о чем. Я что-то подметил, что у нее шубка красивая. И у тебя шуба очень красивая. Ну, она что-то... Ну, пококетничали мы с ней, что-то поприкалывались. И она говорит, да с кредитом расплатились, все хорошо. Я говорю, ну, вообще супер, молодцы. Говорит, ну, можно еще взять теперь. Бабушка говорит. Да. Я говорю, блин, зачем? Хватит? Я говорю, ты же уже... Все же есть, все нормально. Зачем тебе еще что-то? Накопи там, просто живи, радуйся. Я не помню, как она именно сказала, но помню слово. Она говорит, очень важно чего-то хотеть в жизни. Будь то холодильник, теплица, еще что-то. Пока ты хочешь, ты живой. И когда она сказала, я понял всю их суету, которую я осуждал, вечные огороды, вечно сделай то, сделай сё. Вот это, то, что я думал, что это тяга к преодолению, оказалось тягой к жизни. Потому что вот это вот хотеть, и она привела пример. Женщина строила дом, очень хотела этот дом. Это была вот ее цель, она думала, я пожила, я этот дом построю, и в нем наконец-то... Женщина из деревни. Да. И когда они построили дом, через несколько дней женщина умерла. И бабушка интерпретировала это так, что все, она больше ничего не хочет. Жизнь окончена. И что важно в этой жизни чего-то хотеть. Блин. И для меня это стало откровением, и я никогда от бабушки, может, я плохо слушал, но я никогда не слышал подобного откровения. И она так красиво ушла. Приехал автобус, мы пообнимались, и она прощается, мы уже отошли друг от друга. И она такая, ну ладно, деньги будут, пишите. И подмигнула мне. И шубкой повернулась. И шубкой повернулась. И знаешь, это как в американских фильмах. Обычно все мудрости отец передает детям, когда они кидают бейсбольный мяч. А бабушка передает мудрость, когда садится в автобус. Да. Вот как она чувствует? Это же как классика по поводу того, что желаю тебе никогда не достичь исполнения своей мечты. Потому что Она просто это сказала таким простым словом, что более емко невозможно. И я почему-то, я и так бабушку безмерно уважаю, но после этих слов гордость какую-то испытал. Кто был для тебя комиком номер один, когда ты начинал этим заниматься? Стюарт Ли, Даг Стэнхоуп и первый, кого вспомнил, они. Из русскоязычных? Артур Чапарян, Идрак Мирзализаде. Все. Какое искусство тебе ближе всего? Наверное, кино точно мне ближе будет. Я вообще в плане искусства начал развивать свою насмотренность, ну, может, в 22-23, ну, основательно. Когда ты реально смотришь, разбираешься, начинаешь изучать живопись, искать своих любимых художников или художниц, читать, наконец-то, книги основательнее, там, искать поэзию. То есть этого не было. Это где-то сидело внутри, запрос этот сидел, но изучение его пошло поздновато, как мне кажется. Поэтому у меня материал в целом пока про псевдоинтеллектуальность, нежели про интеллектуальность реальную. Псевдоинтеллектуальность? Ну, пока да. Пока мне больше нравится думать, что я разбираюсь, чем я правда разбираюсь. Почему ты начал это делать? Развивать насмотренность? Это, наверное, было связано как раз с началом стендапа, что первое, что я сделал, когда начал основательно заниматься стендапом, мне мой друг сказал, купи стол.
И с тех пор я советую каждому комику купить себе стол. Потому что если ты занимаешься делом, особенно как стендап, как мне кажется, у тебя должен быть рабочий стол, за который ты садишься хотя бы 5, 3, пофиг сколько минут. Ты садишься и что-то делаешь. Пишешь, учишься. Я клеил себе какие-то там напоминания, запоминалки по структуре комедийной, когда только тренируешься, чтобы потом уже на бессознательном это отложилось, и без напоминаний все само собой работало. То есть это такой фанатизм был. Я подумал, мне не хватает в целом ни начитанности, ни насмотренности. Начал заставлять себя читать какое-то количество, не сказал бы, что большое, но наконец-то научился прочитать 2 книги за месяц. Тогда это подвигом было. По структуре ты это прям распечатывал и клеил? Да, распечатал. Не, от руки. А, Принтера не было. Ну так, и так удобнее, что в целом шутки писать, у меня есть система клонирования материала постоянного. То есть несколько блокнотов, диктофоны, то, что потом у тебя в блок-схеме или перед глазами, и то, что вбивается в ноутбук, тоже черновик и чистовик. То есть ты столько раз переписываешь шутку, хотя, может, это графоманство по итогу. Ты столько раз переписываешь шутку, что в какой-то момент панчлайн, он не может не придуматься. а тебя спросят, почему стол? Там, за диваном как-то еще это нельзя делать? Нет. Прикинь, рабочее место у меня свое. Это сразу другой подход к работе. Более серьезно? Я работаю. Я не хуйней какой-то занимаюсь. У меня здесь стол, у меня здесь моя лампа. Стол я собрал сам, своими руками. У меня тут стул, хоть я и на кухню его отношу, когда надо поесть, но все равно он мой стул. И ты настраиваешь процесс, ты кладешь листочки так, как тебе надо. Ты, конечно, понимаешь и ловишь эти моменты вдохновляющие, когда вдохновение приходит, когда тебе надо. И в какой-то момент ты начинаешь анализировать, когда тебе надо, и с определенной степенью удачи или неудачи это будет происходить. По крайней мере, пока происходит. Не знаю, как потом будет. Я когда посмотрел твой концерт «Счастливый человек», сразу, я не знаю, это знак или это просто таким образом интернет подсасывает и рекомендует, сразу же после этого я наткнулся на твит, там тред, который разлетелся очень сильно в эти дни. Расскажите, а по какому воспоминанию или моменту в детстве вы скучаете больше всего и почему? И вот что я там читаю. Мне 11 лет, родителей нет дома, отец в запое, мама ушла поддержать подругу на похоронах. Я полночи сижу в сарае и караулю, когда отелится корова. Часов в 5 утра я засыпаю и просыпаюсь от того, что мое лицо облизывает корова и зовет меня показать свое дитя. А я открываю глаза и вижу, как на меня смотрит черно-белый бычок, немного мокрый, но уже весь чистый и облизанный матерью. Она толкает его в мою сторону, теленок облизывает меня и лезет под куртку. Я прочитал это через 5 минут после того, как закончил смотреть... Такого даже в моей жизни не случалось. Круто. Какое у тебя самое счастливое воспоминание о детстве? Блин, ну ладно, что вспомнил первое? Давай, я уверен, что это не оно, но было очень круто. Я почему-то с теплотой вспоминаю. Мы Море. у моря. Троица есть такой праздник. Так. Ездят на кладбище к родственникам, там все такое. И это были моменты единения у нас с отцом. Мы всегда ездили в Трушники на кладбище. И в какой-то момент надо было добираться. Кто-то уехал на машине с друзьями, а нам не хватило места в машине. И там проезжал дядя Гена, тракторист. На тракторе, соответственно. И он с отцом посадил нас в эту повозку. И мы с кладбища ехали на тракторе, на повозке домой. Это было очень круто. О, ты просто кайфовал Я очень кайфовал. от процесса. Да. Что мы просто едем на тракторе. Круто же. Еще май, солнце, типа пахнет прямо травой. Ну, просто природой сильно пахнет. И да, и все немножко пьяные. Немножко пьяные. Ты тоже? Ни в коем случае. Мне тогда было мало лет. Вот. Ну, меня, по классе меня, конечно, хотели напоить, но не дался. Как ты реагировал на то, что вокруг были подбуханные взрослые? Не в безопасности. Я бы вот так сказал. Что когда добавлялся алкоголь, когда он появлялся в семье, то дальше что-то шло не так точно. Айрапетов — это фамилия бакинских армян? Да, насколько я знаю, да. От моей бабушки. От бабушки? Да. Расскажи про свою семью. У меня многодетная семья, но по-сложному многодетная.
Я объясню. Я у мамы от брака с моим отцом. Они развелись, когда мне не было года. Потом мы какое-то время жили с бабушкой, тетей, какое-то время еще с дядей. И они встретились с дядей Сашей, с моим отчимом. У него от первого брака уже было 2 детей. Оля и Никита. И вот они какое-то время были. Да, потому что дядя Саша был тогда... Ладно, это, наверное, будет лишнее. И начали жить. И вот резко я был один, и тут нас стало 3. Причем Оля старше, а Никита практически мой ровесник, на полгода всего разница. И началось самое интересное. Но мы долго притирались. Сейчас для меня это абсолютно родные братья и сестры. И потом родился еще Лева, который тоже уже... Их общий ребенок. Да, их общий ребенок. Собственно, вот. С Никитой мы дрались все детство. Я был жадный, потому что мне раньше доставалось и так мало, но я хотя бы один эту пачку чипсов ел. А сейчас мне надо было все с Никитой разделить. И я, конечно, слишком жадный был, я не горжусь этим, но я был тем человеком, когда брат ссывал в пачку чипсов руку, я сжимал дно. Вот таким я был. И мама в своем воспитании может быть строго, очень специфичной женщиной, и тем более они жили с другой мамой. И, конечно, принимать другую сейчас... Я вот сейчас только начал это вот с тобой осмотреть. Наверное, это им было очень тяжело, как и маме. И так как мама не могла, грубо говоря, проявить какую-то, наорать и силу, еще что-то, и там прилетала мне за типа всех, какое-то время. Надеюсь, Оля с Никитой со мной согласны. Но вроде с возрастом мы смирились с этим. Вернее, согласились. А сколько тебе было и вам было, когда вы стали вдруг Ох, вместе я жить? боюсь наврать, но, по-моему, 11, Ой, 12. то есть такой уже предлютый возраст. Да. Вот. Но я был рад, когда мы начали жить вместе. Что до этого мы жили, бабушка уже не жила, был у нас, и сейчас есть дядя, который много пил, и мама тогда тоже выпивала. И каждый раз, когда... Короче, почему, вот возвращаясь к нашему разговору о драках, почему мне страшно очень сильно? Потому что, когда я засыпал, они достигали того уровня опьянения, когда летело все дома. Кто? Мама и брат? Мама и дядя? Да. Они брат и сестра? Да. И они махались друг с другом? Да. Не на жизнь, а на смерть. Причем мой дядя 2-метровый и так далее. Однажды я проснулся, и это была суббота. Я проснулся в школу, и был включен телевизор, ребел, белый шум, а в телевизор был воткнут топор. Я заглянул, посмотрел, все ли хорошо с мамой, и пошел в школу. Только с мамой тебя интересовало? Да. А дядя не смотрел? А кто вам сделал этот топор? Мама напугала его. Чтобы он, Остановился. оснастить его, да? Угу. И потом, когда пришел дядя Саша, он дал просраться ему. Пришел в этот день или когда стал жить с мамой? Когда стал жить с мамой. Он же такого не позволял. И мы наконец-то задумались о своей квартире, и они сделали все, чтобы наконец-то жить отдельной ячейкой в своей квартире, ни от кого не зависеть. Слушай, давай так, я рассказал эту историю, потому что она ключевая и одна из самых таких просто отложившихся у меня в памяти. Я думаю, и мама понимает, что мы сейчас совсем другие, и мама моя совсем другая сейчас. И она проработала себя, как-то сама, реально проработала. Вот год назад мы с ней так поговорили по телефону, что я был счастлив, что мама такое говорит мне. Но те годы я бы не хотел, чтобы ни один ребенок рос в таких обстоятельствах, когда любой стук, тебе кажется, что сейчас что-то случится. Сейчас опять бутылка полетит, сейчас опять что-то сломают, сейчас опять что-то кинуть, а я никак не могу защитить маму. Вот. Но пришел дядя Саша, причем он сильно меньше другого моего дяди, моего крестного по совместительству, и нормально мог ему уебать, вот, по-мужски. И я в этом плане прямо, я такой, респект. Твоя мама очень молодая женщина, ей 47 лет. Но она пережила на все 80. Тут видишь, в чем дело. Она очень много пережила. И поэтому, когда мне говорят, твоя мама молодая, мне это очень приятно слышать. Я думаю, маме тоже бы это было приятно услышать. Но жизненного опыта в ней
будь здоров. Кем твоя мама работала? Когда я был сейчас она работает диспетчером, а когда я был маленький, она работала уборщицей. Вот папа у меня всю жизнь, который папа мой, он водитель, всю жизнь водитель. Отчим у меня в нефтянке работает. Я плохо помню, кем он работает. Но тоже, типа, работяга. Но больше зарабатывает, чем там мама или папа. Братья и сестры... еще, это же не вся семья. У отца 3 брака. И от каждого брака по ребенку. От первого брака моя сестра Катя старшая, от второго брака я, и от третьего брака еще мой брат Саша. Вот такая моя многодетная семья. У тебя шутка есть про это, что мой отец — это франшиза. Да. Но такую франшизу, конечно, Хуже. сложно держать. Не окупается. Твой отец ушел, когда тебе был год, но он продолжал жить в этом городе и был где-то недалеко. Как Да. у вас отношения складывались? Блин, я был между 2 огней, потому что они меня делили. Вот. И отец пытался отсудить у мамы меня. Она пыталась отсудить у него алименты, но при этом она знала, что мне нужен отец. Я ходил к нему в общежитие «Юность» раз в неделю. Вот, тоже видел какие-то иногда хорошие, иногда нехорошие сцены. Отец всеми правдами и неправдами говорил мне, какая мать плохая, а мама говорила, какой отец плохой. Но я занимал сторону мамы, потому что с мамой я был больше. И она умела привести аргументы посерьезнее. То есть ее, может быть, в этом плане, почему комедию я выбрал, потому что, комедийное преувеличение, и в этом плане я мог от мамы научиться преувеличить так, что как бы... Кто твой первый учитель? Точно. Я в какой-то момент поймал себя на том, что комедийные интонации ее. Я просто говорю, как она. И я не знаю, что по этому поводу испытываю. Наверное, клево. Ты просто к тому, что кто твой любимый комик, а в итоге Comedy Voice у меня материнский. Был какой-то момент, когда у вас отношения с отцом выровнялись? Да, 4 года назад. Наверное, в лет, когда мне исполнилось, когда я уже начал ходить в колледж, наверное, выровнялись в лет 16-17. Да не, классно, я в детстве любил. Он же был воскресным папой. Это ролики, чипсы, сухарики. А дома меня ждет злая мама. А папа мне все купит. Все вкусное. Были хорошие отношения. Ну, ты с иронией это говоришь. Не, я в детстве ждал его. Каждый его приход ждал. Мне не хватало, да. Давай я процитирую реакцию мамы. О, давай, это очень... Андрей очень откровенно говорит про свою семью. Не всегда комплиментарно. Иногда это просто прям проработка тех травм, которые ему семья нанесла. Пиком такой работы, собственно, и является концерт «Позорище». Мама Андрея пришла к нему в комментарии и написала следующее. «Сын, концерт бомба. Я смеялась дважды, но про прадеда ты меня довел до слез. Спасибо, что напомнил. Да, его любимая песня и какое-то время помогла мне в жизни. Ты классный, ты живой, ты чистый. Сказать все это, спасибо, что ты такой правдоруб, как я. Я люблю очень высокий разговор, грамотный». В другие комментарии год назад мама Андрея приходила и писала, когда ты анонсировал анонс тура, и мама писала: «А мне билетик?» И ты писал, что все билетики твои, мамуль. Это очень необычная реакция, учитывая, что... Меня это очень трогает, честно говоря. Ты, конечно, нельзя так делать. У меня ком У меня какие-то самые светлые эмоции мама вызывает как человек в своей ширине и глубине. И подобные ее комментарии, и как они читаются... Мне очень круто, что она поняла меня. Вот я тебе приведу хороший пример, почему она в итоге поняла меня. Первый концерт, 40 минут секса с самим собой. Вот как я поступил. Мы его сняли. Я его смонтировал, мой друг Марат. Я приехал в Чернушку. Говорю: мам, сейчас мы сядем и будем смотреть мой стендап-концерт. Я говорю, и каждый раз, когда ты что-то не понимаешь, когда ты на что-то обижаешься, любые вопросы, мы нажимаем на паузу, и я тебе объясняю. И мы смотрели 40-минутный концерт, наверное, часа 2. Потому что пауза же, да? Да. Я плохо помню, какие были вопросы по всему концерту, но помню последний вопрос. Когда был материал про чебуреки, я вижу, что мама начинает плакать. И я останавливаю концерт,
и она спросила, что у тебя правда было несчастливое детство? И, видимо, ее это сильно задело. Я ей сказал, да, но сейчас это не важно. И мы заплакали и обнялись. У тебя дед убил собственного внука? Да, мой прадед, дед Миша. Расскажи, пожалуйста, об этом. Насколько я знаю от родственников, что был у меня дядя Саша. Чей он брат? Твоей мамы? Нет, это папина сторона. Папина сторона. Он брат папы? Да, Родной, двоюродный? не двоюродный, родной, но я не помню, сводные ли они. Так, окей. Там бабушка тоже наворотила дел. Прадед, то есть дед этого дяди. Что он с ним сделал? Они по пьяни, естественно, что-то не поделили. И вот этот молодой дядя, он был очень хорошим. И мама, он меня нянчил даже в свое время. И мама говорит, что он меня очень любил и был очень классным парнем. Но когда напивался, все было очень плохо. Белку ловил. И он на прадеда начал прыгать, драться. И дед не выдержал, взял топор, несколько неаккуратных движений и в голову ему топор воткнул. Сел в тюрьму? Сел в тюрьму. На сколько лет? Насколько я помню, на 4. Бабушка, его жена, его дождалась? Да. И осталась с ним? Да. И потом похоронила его рядом с этим внуком? Да. Но это история про любовь. Да, так и было. Ну да, вот так. Ну, как говорит моя мама, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Ну, у нас вот такие. Это не говорит о нелюбви, еще чем-то. Это говорит о том, что я пытаюсь вообще во всей своей комедии сказать о том, что справедливости нет. Они все хорошие, добрые, любящие люди. Но если бы в их жизни всех не было алкоголя, это была бы совсем другая история. Почему он в их жизни есть? Как ты это объясняешь? Ну, это просто Они- болезнь, которая случилась, или этому социальное объяснение тоже какое-то есть? Прабабушка работала на спиртзаводе. Они 3 дома на спирту построили, потому что она платила рабочим спиртом, потому что денег не надо было. Так что вот каким еще образом алкоголь в моей семье. Если говорить еще про какую-то часть, я думаю, жалость к себе. В целом алкоголь сопряжен, депрессант и жалость к себе. И в этом плане я трансформировал это в творчество, мои родители трансформировали это. Мои родители и дяди, тети, все родственники в такое отношение к жизни достаточно разрушительное, полное скорби, непонятно почему. Вот. Я не знаю, почему они пьют. Вот реально, я не понимаю, вот нахуй они пьют. И с разной степенью, и не весело. Вообще не весело. Но при этом объяснить им это я не могу, потому что уже прошел тот порог, как мне кажется, когда вот бросить. Но при этом моя прабабушка и бабушка, когда я был в Трушниках, приезжал летом, а моей прабабушке уже тогда на секундочку было, лет 74 года примерно, они могли все лето с моей бабушкой херачить брагу. Просто херачить в доме. Я помню запах браги, но вот прабабушка умела позитивно бухать. Вот она бухала, и она шутила, смеялась, она излучала собой. И я спрашивал у своей старой прабабушки, бабушка Шура, которую я безмерно люблю, которая всегда называла меня Сережа именем отца. Почему? Ошибалась просто? Просто ошибалась. Она любила моего папу, еще больше любила меня, и, видимо, Сережа как-то там... называла меня Сережа. Хорошее имя. Прекрасное имя. Вот. И в ней было тоже столько доброты, когда она еще могла печь печенье, хлеб. Я спрашивал, бабушка, я тогда маленький, я уверен, что это для них был такой наивный и глупый вопрос. Зачем вы пьете? И мне прабабушка сказала, я уверен, что я это помню. Она сказала, надо прочиститься. Так что, Юр, может, все мое семейное древо пытается почиститься все это время.
Мне казалось, может быть, это такой поверхностный взгляд, но мне казалось, что, может быть, не главное, но одна из причин, почему люди так много бухают, особенно в регионах, из-за того, что им просто альтернатив Делать этому нехер. не так много. Ну, да, ты сказал это короче и грубее. думаю, это факт. Альтернатив этому отдыху не так много. Да, я хотел, так сказать, линию, историю выстроить, но в сухом остатке, конечно, это так. Просто людям нечего делать. У меня отношения с алкоголем, слава богу, средние. Бывали моменты, когда я напивался, но я никогда не был запойным человеком. И благо я хотя бы веселый, когда пью. Ну и в режим того, что ни капли, а я встречал таких людей, Нет. у которых родители пили, и они прям ни капли Нет, после не надо. Да, это любая крайность приводит... Нет, если я не буду ни капли, я никогда не стану как мой отец или там, как мои родители. Все это приводит к еще большим травмам. Я хочу то, что мне... Ту травму, которая мне передается, я хочу почувствовать ее, а не подавить. Нахера, чтобы она вылезла, и я потом на детях своих отыгрался или еще на чем-то. Да ну. Ты говорил, что ты как-то снимал квартиру у женщины, которая знала, что ты в стендапе, и говорила: Андрей, поклянись, что ты не расскажешь это в стендапе. Да. Это же, получается, вас, комедиантов, приравнивает к рэперам, когда девчонки, которые встречаются с рэперами, имейте в виду, что про вас они напишут в следующих треках после расставания. Это же прям та же вещь. Ну да, наверное. Но... Опасно. Думаешь, надо начинать отношения с людьми с договором о том, что я... Хотя бы устно. Да. Хотя бы устно. Ладно, не с родителями, наверное, здесь в этом плане. Я их не спрашивал никогда, можно ли рассказывать или не можно. Но это моя семья, и я чувствую, что я имею право сказать без спроса. А почему? Чем семья отличается от других людей? Я разделил это с ними. То есть это твое, такое же, как и их? Да. Твой последний концерт, Да. который громче всех прогремел, называется «Позорище», Да. по разным причинам. И одна из них из-за того, что это то слово, которое тебе батя в голосовухе отправлял, рецензируя последние месяцы, годы твоей жизни. Да. Твой батя жестко поддерживает войну в Украине. Да. Ты пытался с ним про это поговорить? Очень много раз. И если бы он не пил, то мы бы точно договорились и поддерживали бы общение. Но, к сожалению, он общается со мной. Это и раньше было. То есть он проявляет свои чувства и проявлял только, когда был пьяный, говорил, что любит меня, говорил, и вот это жалел себя, там, и все, и говорил. Это тоже отдельный какой-то вид извращения. И мне же не надо, я не такой человек, даже если бы мы не договорились по поводу позиции о войне, просто я уверен, что некоторые люди думают: а ты чё, блядь, принципиальный такой? Не можешь просто с отцом нормально пообщаться о жизни, спросить, как у него дела, потом типа жалеть будешь? Типа не про войну? Да. Оставьте политику. Да. Да я бы с удовольствием. Но Но когда мне человек звонит в 1:00 ночи и говорит о том, что пиндосы, и эти, и все, и третье, и 10-е, и о том, какой я, и то, кому я продался, и то, кто меня куда, и я слышу, там не голос отца. А чей? Да я не знаю, кто это. Ну, то есть, типа, это так на него не похоже, что вселяется как будто кто-то другой? Да. И там присутствовало слово «позорище». Да. И после этого я уже заблокировал отца. Сейчас он тебя заблокирован? Да. Везде. Он в Телеграме тебе пишет? Потом уже ВК. Было в телеге, да. Ты опубликовал эти голосовухи? Да. До конца до сих пор не понимаю этот поступок, но у меня так это болело, что я очень хотел показать это. Те слова, которые он сказал, во-первых, мне кажется, то, что он сказал, для меня это не просто еще болело. Он сказал как будто бы заготовленный текст. Это как какой-то мини-моноспектакль. Как он сказал, что ДДТ играло на фоне, какие паузы он делал. Он любит же ДДТ. Обожает. А ты не объяснял позицию Шевчука, что он жестко против войны, что вообще ДДТ это суперпацифистская Да, группа? но мы обсуждали песню «Родина, вернись домой», и отец говорит, что это про ДНР и ЛНР.
Если кто-то не в курсе, Вот, «Родина, вернись домой» — это песня про то, что Россия должна вывести войска из Украины. Вот тебе и смерть автора. Да, поэтому мне когда я много раз это переслушивал, наверное, так не надо было делать. И Ты не уверен, что ты корректно поступил? не уверен. Мне кажется, должны быть какие-то грани, и порой я тоже занимаюсь, это уже не стриптиз даже, а не уверен, что в этом плане мой... Вот ты спрашивал, нужно ли брать разрешение у родителей. Я вот тебе сказал фразу, что я же это с ними пережил, и вот здесь я пережил, но здесь такое измененное сознание, но я так устал прощать эти измененные сознания и говорить, да это не он. Да он же нормальный мужик. Да он просто вот не сложилось у него в жизни. Ну не с женщинами не сложилось. Ну как-то вот все не то. Так-то ведь я вспоминаю вот те моменты, когда он вот говорил что-то, и я такой, да блин, батя крутой мужик. Как мы с ним в детстве развозили на его «Газели» продукты по Пермскому краю. Когда я разгружал, мы ели в столовках. Ну, ты помогал ему по работе. Да. Но когда вот это, я не хочу его жалеть. Он меня не жалеет. Я буду отвечать тем же. Отвечал. Сейчас уже нет. Он еще фанат Пригожина. Сейчас не знаю. Вагнера... Наши мальчики. Ага. А вы не говорили с ним? Ты не спрашивал его, кто убил Пригожина? И Не убил? спрашивай, мы после этого уже все. Когда это случилось, да. Понимаешь, если мы бы начали этот разговор, даже если бы мы общались, а нахера этот разговор? Вот ты говоришь, а ты вот это ему говорил, а вот это он любит, а вот это. И то, что в нашем разговоре было бы логично. Ты мне аргумент какой-то, который бьет все, что я говорю. Я же, как человек, который с тобой в диалоге нахожусь, должен принять же его по-хорошему. Или хотя бы не отвечать тебе, промолчать, принять, хотя бы переварить это как-то. А он говорит, сыпет просто всем. Там не диалог. Какой смысл говорить о чем-то, когда нет диалога? Но ты пытался его вести. Да, ну не про Пригожина, а там, другие, конечно, пытался. И даже однажды был... В какой-то момент мы срались, и в какой-то момент мы начали говорить про Марго и в целом про отношения с женщинами. У нас был тогда непростой период жизни с Марго, я хотел убежать, думал, что мне не нужны серьезные отношения и все такое. Сомневался в своих чувствах и решил почему-то поговорить с отцом. И мы, наверное, переписывались минут 10. И он столько важных вещей мне сказал. Дельных. Да, что как-то по-мужски сказал, она вот это делает, ты вот это делаешь, вы любите друг друга. Просто вот разложил мне по полочкам. И я ему прямо написал, почему мы так не разговариваем? Меня прям... Это был очень крутой разговор. Он был не крутой, это был разговор со взрослым мужиком, который наворотил дел с женщинами тоже столько, и столько раз был неправ. Но тут в мой вот этот... во все эти... избегающий мой тип привязанности, как-то хуяк и понял, какие слова мне нужно и надо сказать. Видимо, сам испытал, видимо, неспроста мы сын и отец. Значит, он что-то уже прошел, объяснил себе и смог мне. И как только я ему написал сообщение о том, что почему мы не можем с тобой так разговаривать, там пошла опять вся вот эта... Допускаешь ли ты, что у вас состоится примирение? Блин, я бы очень хотел, но мне кажется, мы через брата только помиримся, потому что когда я приезжал оба раза в Чернушку, я встречался с братом, он у меня в 9 классе. Брат — это его сын третьего, батя? да. Ага. И типа Саня вообще крутой чувак, и я у него немножко расспрашиваю, как там отец поживает. Такая у нас какая-то сейчас игра такая происходит. Я думаю, что Саша про меня тоже что-то рассказывает. Иногда он говорит, что типа, да блин, папа тобой гордится, просто считает тебя предателем. И мне слово «гордиться» доставляет, оно выигрывает над тем, что я предатель. Состоится ли примирение? Я бы с радостью. А зачем заканчивать на такой ноте? Конечно, мне не хотелось бы испытывать то, что я испытываю сейчас. Просто я пока не представляю возможным это примирение. Надо самому на него пойти, а во мне пока нет... Это будет обманом, если я сейчас сделаю вид, что я с ним помирюсь. И потом это опять загорится в каком-нибудь другом конфликте, в обиде и так далее. Может, я еще недостаточно повзрослел.
Прямо сейчас мы переплываем Которскую бухту и плывем навстречу с одним моим приятелем. В Черногории живет Федя Погорелов. Федя Погорелов, он долгое время работал в футболе, в спорте, в том числе в футбольном клубе «Зенит» и рядом с футбольным клубом «Зенит». А потом он переквалифицировался в очень необычного гида. Он вот так вот выглядит зимой. Известен тем, что он водит по Питеру экскурсии очень необычные. Например, там, бандитский Петербург, прям с деталями того, как все происходило. Или элитная недвижимость 19 века Петербурга. И он умеет рассказывать очень интересные и неочевидные места про те места, где он обитает. Сейчас он обитает в Черногории, и поэтому мы попросили его о следующем. К нам приезжает молодой, уже известный комик, который только-только стал ездить по загранице и исследует мир. И мы сказали: Федя, можешь ли ты помочь поисследовать Черногорию? Потому что Черногория для многих довольно известное место. Да? До ковида и до войны это было одно из самых распространенных мест для российских туристов. А можешь нам порассказывать что-нибудь неочевидное, чтобы нашему гостю дорогому было интересно? И он согласился. Круто. Нормальная программа, нет? Супер, супер. У тебя нет предубеждений к гидам? Но я и очевидных вещей про Черногорию не знаю в целом, так что я бы любого гида воспринял как чудотворца для себя. Но если мы сразу перепрыгиваем уровень какой-то классики, это тоже очень хорошо. Вот это Федя. Мы наблюдаем гида в естественной среде обитания. Федя первым делом, когда мы его встретили, он достал мандарины и достал вот эту вот штуку. Расскажи, пожалуйста, что это и что мы с этим сейчас будем делать? Это пелинковац, вариация на тему горького листа. Это балканская настойка на полыни, 28 градусов. Как говорили в моем детстве про джин капитанский, это такой странный, очень советский напиток со вкусом хвои. И пьется, и пахнет. Соответственно... И одеколон, и напиток. Ну, оставляет после тебя вуаль твоего... Благородство. Благородство, да. Ну, живели? Так, я мандарин сразу откупорю, чтобы... Это абсолютно балканская история. День на Балканах начинается в 7 утра с кофе и стопочки раки. Это входит в промилле по... Можно вести тачку после? Абсолютно, да. Водички. Залпом или... Ни в коем случае. Нет, подожди, Лизнуть, это да? нужно смаковать, конечно. Мы же праздно живем. Живели, да. Добро дошли. Здравствуйте, ребята. Я проведу вам сейчас экскурсию по Герцег-Нове. Шутка. Прикольно. Слушай, такой горькенький. Да, он не случайно. В Сербии он называется горький лист. Так, Это супер. а можно еще глотнуть, нет? Конечно. Потому что это вы так свободная страна. Более того, это член НАТО. Захотел ли ты? Звучит как тост. Не чокаясь до дна. Мне очень нравятся подобные настойки. У нас был любимый напиток во времен пермского КВН. Мы очень любили пермский бальзам. О, Не знаю, это пробовал ли ты? страшные Его- напитки. Да. Это чудо-напитки, раскрывающие людей в самых их искренних... А почему? что Как из- сыворотка правда работает? Сахар высокий, и ты сразу Да, скорее начинаешь какой-то мазаться. праздности, радости, заводит людей в хорошем Это итальянская, смысле этого слова. парафраза, ну вот знаешь, все вот эти вот дижестивы. Ну, в Перми они и в Чернушке, я думаю, выступают в роли основного блюда. Ну, просто сразу высокий сахар, неважно какая крепкость, дальше потом стакан. Бывал в Перми на футболе, да. Вот опять футбол Крохолевка. сошлось. Слова супер знакомые. Как тебя Обнимемся. занесло на... Я бы с удовольствием обнял. Крохолевка. Я год не слышал подобных С слов. Крохолевки Мне очень Константин Зырянов. Это район. Да, это район. приятно. Константин Зырянов, в смысле футболист? В смысле Да. футболист, сейчас С советник. Крохолевки? Ничего себе. Мы здесь, потому что это памятник сербам, которые воевали в Первой мировой войне. Фантастическая демографическая драма. Ну, давайте так, сербы воевали героически, как все славяне. 365 тысяч погибших и 150 от тифа. Это, ну, просто, вы понимаете, какая дырка в поколении.
Это очень важный фактор, объясняющий, почему вот этот миграционный поток в начале 20-х годов здесь воспринимался исключительно положительно. Миграционный поток иммигрантов из России. Да. Потому что минус 500 тысяч мальчиков, минус 500 000 мальчиков. Это много. Да? Соответственно, сюда приезжали квалифицированные, умные, образованные, кто-то с деньгами. Поэтому, скажем так, русских здесь встречали очень хорошо. Мы поднялись сюда, потому что тебе есть что рассказать про Александра I Карагеоргиевича, человека, который правил этой страной и давал приют нашим иммигрантам 100 лет Совершенно назад. верно. И отсюда он уехал во Францию, откуда он уже, увы, не вернулся. Здесь в 1934 году осенью в этом здании на службе присутствует Александр I Карагеоргиевич, король Объединенного Королевства сербов, хорватов и словенцев. И именно так называлось государство, Да, куда которое переезжали появилось- иммигранты из России от революции. Появилась в 1918 году, после того, как закончилась Первая мировая война. Поскольку Александр I учился в Петербурге, он, соответственно, всячески принимал потоки русской иммиграции в Сербию. Вот в это появившееся королевство сербов, хорватов и словенцев. Он давал пенсии, это, мягко скажем, важно. Да? То есть я встретил тут знакомого на днях из своей школы. Он спрашивает: Федя, а чем ты зарабатываешь? Это хороший... Такой, как и все, стендап. Хороший вопрос, да. В Черногории нет работы. А Александр I Карагеоргиевич давал пенсии Бунину, Мережковскому, Гиппиус. Надо сказать, что, условно говоря, югославский балет создан выходцами из Российской империи. В какой-то момент в Белградской академии наук работало несколько десятков профессоров. Библиотеки были созданы как раз ребятами, которые, прикиньте, привозили книги из России. Он здесь был на службе и отсюда поехал в 1934 году в Марсель. Потому что, собственно, сербам в Первой мировой войне очень сильно помогли французские десанты, которые отправлялись из Марселя. И в Марселе должна была открываться стелла, там должен был присутствовать, собственно, Александр I. Но это время ревущего национализма, и угроза жизни была очень высока, поэтому он не ехал на поезде из Парижа, он поплыл на эсминце «Дубровник» в честь хорватского города. Вот он туда приплыл, его встретил Луи Барту, министр иностранных дел Франции, мужчина, который пытался организовать, скажем так, товарищеские отношения с фашистской Италией, что не очень нравилось немцам. И есть conspiracy, заключающаяся в том, что, скажем так, за офицерами Третьего Рейха стояло продюсирование первого убийства руководителя страны, которое попало в кадр. Да, потому что Александр I Карагеоргиевич едет по Марселю в открытой машине. Влада Черноземский, удивительная воронежская фамилия, по прозвищу Влада Шофер, из Маузера. Он просто выходит, начинает палить, убивает, а снимает оператор Fox Movietone. Вау. И вот просто он, как факт. Да, он снимает протокольную хронику для американского, условно говоря, киножурнала, да, который там показывает перед Случайно фильмами. оказывается в нужное время в нужном месте. В ненужное время и в ненужном месте, да, но это исторический факт. Да. Соответственно, бардак такой, что оператор Мувитона просто подходит к машине и снимает умирающего Александра I Карагеоргиевича. Луи Барту попадает рука в пулю, казалось бы, незначительная, но жгут кладут не выше, Пережимает, а ниже, да, и он умирает от потери крови. Случайно так переживаю? Рукожопие. Более того, он умирает от пули французского револьвера. То есть это кто-то из жандармов стрелял. То есть, все, что могло пойти не так, пошло непечатное не так. И внутри собора Успения Пресвятой Богородицы есть так называемые стасидии. Это, сиденья. И они очень... Это сильное место. Там собственно, сидушка, где он сидел во время службы, она огорожена веревочкой. И в стекле свечи, которые он держал во время службы. Вот это здесь все случилось. Через 3 дня его не стало. Когда отколупывается этот синий, и за ним просто штукатурка,
что это напоминает, когда ты смотришь вверх, я этого не замечал раньше, но это же напоминает небеса с облаками. Конечно. Извини, а вот это вот что? Это для хоров. Да, там поют. Очень красиво. Да, слушай, ну это бомба. Ну, Это то есть очень красиво. Блин, круто было бы выступить в церкви, идеальная А ты акустика. видел, кстати, по поводу... Федя убежал, а ты видел, что Кирилл Сергеев в синагоге выступал? Видел, это очень крутое выступление. А ты видел, как оно начиналось? Да, видел. Ох, я даже не знаю, как это смонтировать. И показать, но чтобы- это такая жизнь, это очень смешно. Я за пару дней до того, как лететь к тебе, посмотрел концерт Селигея. Да. Хороший концерт. Да, очень который- смешной. Ну, да. Я, честно говоря, он настолько мне понравился. Там есть, конечно, важные вещи, это нужно оговориться. Он вышел за 5 дней до убийства Навального. Да. И людям, которых там скорбь не прошла еще, или которые не способны вот таким вот грубым образом проблемы перемалывать, им, возможно, будет неприятно. Но для тех, но в целом, я вот прям советую, будет ссылка Это на на этот данный момент, концерт. мне кажется, такой самый смешной политический стендап на русском. Ну, очень прямо. Очень прямо. Тебя Да, это блин, ну наконец-то. Ну прямо же и смешно. Ну да. Вообще, респект Кириллу большой. А ты почувствовал, я просто, когда Селигей сказал, что у него есть вот этот разгон по поводу того, почему наши мужчины такие серьезные Это в очень сравнении с смешно. европейскими, когда он это сказал, Это скрепа просто. я за голову взялся, потому что ну, это про меня. При том, что, мне кажется, все-таки я, наверное, чуть-чуть более легкомысленный, чем в среднем по больнице. Да. Вот. Но это про меня. Я вспомнил, какой-то период моей жизни составлял вот этот вот там тейк про то, что русские мужчины настолько суровые, потому что мы растем в страхе, что когда-то окажемся на зоне и будем выебаны в жопу. И, Это супер и вообще. я просто представил много лет своей жизни. Золото. Да. У тебя похожие ощущения были? Когда я это услышал, Да. я это первый раз услышал на его живом выступлении, уже тогда, по-моему, вообще круто. Зависть чувствую в такие моменты. Это вот такие вещи надо изучать, понимаешь, надо интервьюировать 1000 людей, чтобы вывести такую формулу. Или быть в этой среде просто когда-то, и потом осмыслить ее взрослым человеком. Это памятник, посвященный одному из страшнейших эпизодов в истории, ну, скажем так, современной Европы. Когда начинается Вторая мировая, прошу прощения, эта территория захвачена хорватами под протекторатом итальянцев. И начинается жутчайшая история под названием геноцид всех тех, кто не хорват. 700 тысяч. Как вы понимаете, в какой-то момент прозвучали жуткие слова про оптимизацию производства. И появилась серборезка и сербомолот. Ну, потому что патронов жалко. Ну, нету столько патронов, чтобы убивать столько людей. И один из выдающихся... Давай так, это безоценочно. Не в смысле молодец или не молодец, выдающийся с точки зрения стахановской нормы. Палач Петр Брздица считается, что он в день убил 1360 человек. Убил или убивал? Убил. За один день? За один день За один он какой-то убил. конкретный Да. день он столько убил? Это его рекорд. За это он получил золотые часы и печеного поросенка. После этого он, после 1944 года, он исчез. Мы не знаем, куда он делся. В обсуждении вот этого эпизода важно помнить, ну, у вот этого хорватского фашистского режима под Италией было два руководителя, Анте Павелич и Адрия Артукович. Анте Павелич ушел крысиной тропой в Аргентину и умер в 1959 году. А Андрей Артукович прожил в Калифорнии до 1986 года. Ага. Целую жизнь. После войны, сколько это, 40 лет? Да. 40 лет. Он был выдан исчезающей Югославии в 1986 году, но он уже был в деменции. Он был приговорен к высшей мере наказания. Ему перелитовали это в пожизненное, он умер в 88-м, через 2 года. И это вот та история, которая, честно говоря, меня переколбасила. Да? То есть можно вот
организовать такую фабрику смерти, Прожить жизнь. и после потом этого. еще 40 лет в Калифорнии. Я, к сожалению, думаю про то, что вот эта вот пасторальная из книжек Льва Толстого «Сливовая косточка», история про то, что есть добро и хорошо, и есть ответственность, это, к сожалению, нас обманули. Да. Вот То, такие моменты ты перестаешь видеть черное Абсолютно. и белое, Да. видишь только... Возможен вариант, при котором ты организуешь концлагерь, где убивают 1360 человек в день. А И что делать с потом этой информацией? Вот ты, например, как человек... ну, я просто... топиться. Вот именно, что Да. это Мне такая кажется, информация, просто после которой хочется... Понимать, что жизнь несправедлива. Да, жизнь справедлива. Я Давай считаю, так, к этому нужно быть готовым, так, и тогда... справедливость, социальный конструкт, Да-да-да. об этом нужно говорить детям примерно в возрасте 4 лет, да, что как бы вас обманули, справедливого не бывает. У нас в семье нету фразы «это нечестно». Ничего нечестно. К сожалению, вообще все, что происходит, непечатное, это нечестно. Концерт «Позорище» — это и отчасти потому, что папа тебе прислал такое сообщение, и отчасти потому, что «позорище», Позоришь ты. и отчасти потому, что «позорище» — это слово на многих славянских языках, которое значит «театр». Ну, точно на сербском. А ты хотел вплести на черногорском тоже. А у тебя в этом концерте много и от театра тоже. Я шел по Белграду, увидел «Позорище», и что это театр, и вспомнил про отличное слово «позорище» в целом. Я вспомнил, что мне очень нравится это слово. И начал копаться, что значит «позорище», откуда оно произошло, как оно менялось. Узнал, как оно сейчас переводится, как «внимание». И исторически, как сложилось, и что что-то интересное, какое-то представление превратилось во что-то, в стыд. Все вот так переменилось. И в этом плане, да, вот эта двойственность концерта, очень важно было, чтобы у слова, которое у названия концерта было тоже два смысла. В этом плане позор, стыд или внимание. И тут же еще компромисс с самим собой, что я-то до конца ведь тоже не понимаю, что мне испытывать. От концерта? Да. Ну, то есть ты сомневался, что будет удачно? Ну да, как и... Как и все Да, контент-мейкеры, как и многие контент-мейкеры. да. Федь, мы, когда поднимались в храм, ты оставил вот так вот все на месте. Я сказал: Федь, забери. Все так. И ты сказал, что зачем никто не украдет. Мы вернулись, и это действительно осталось на месте. В Черногории воруют только зонтики, как велосипеды в Голландии. А вот давай, ты просто забрал телефон, а если бы там был телефон, ты бы мог оставить? Ну, я бы его положил под ежедневничек, но тут божье место. Да у тебя здесь, мне кажется, в принципе, очень все символически лежит. У тебя древо жизни, а здесь солнце. Ну, это правда было бы не по-человечески. Можно я тебя спрошу, пока мы здесь стоим, а какой у тебя любимый альбом кино? Это не любовь. Хороший альбом. У Согласен. меня он на втором месте. А у на тебя первом. какой? 45 мне очень нравится. Слушай, это же Но я его там... как вино. Абсолютно. Я уверен, что с годами еще у меня будет меняться нелюбовь. Супер. Я начинаю его любить сильнее. Я когда-то услышал про нелюбовь, не помню от кого, и начал его более обстоятельно слушать. Но пока 45, мои друзья идут по жизни маршем. И остановки только у пивных ларьков. Это песня, с которой Цой пришел на прослушивание в Ленинградский рок-клуб. И У меня сейчас мурашки по шее. жюри, которое принимало его, в частности, Владимир Рикшан, основатель группы «Санкт-Петербург», это первая ленинградская группа, которая пела на русском языке, оставил нежные воспоминания. На сцену выходит какой-то монгол в жабо и начинает петь про «Мои друзья всегда идут по жизни реально маршем». марш, это гимн дружбы какой-то. Да, при этом это андроповское время, и тишки-матишки. Да, какие остановки у пивных Это ларьков. прикольно, В да, 12:00 заходят в кино, спрашивают, почему вы не на работе. Да, это вообще невозможный текст. Мне кажется, всей этой фразой сказано, можно это как кредо вписать. Пусть говорят, что жить вот я так, как живу. я сейчас нельзя, Да, а я но я живу. живу, на это не ответить никому. Это ответ на очень Многие вопросы, обычно на которые отвечают 42. Это из «Кочегарки», где Цой работал, они закончились, к сожалению. Мы боремся с дочкой за эту авоську, и иногда я ее Круто. отбираю. А ты ставишь кино? Конечно. Круто.
Нравится? У нас есть YouTube-вечеринки, и, конечно же, мы слушаем все. Я хочу, чтобы это более был ужасный комментарий. Ничего не хочется говорить даже. В такой приятной компании. Это очень необычно. Как так получилось? Что это заметно отличается от классического стендапа, когда от большинства других стендапов, где люди просто ходят и с микрофоном рассказывают набор шуток. Как ты сам объясняешь, почему так вышло? Я думаю, последние два концерта... Я в первую очередь про них говорю. Последние два. Про «Счастливый человек» и «Позорище». И я думаю, это во многом зависит от... и получилось от нашего тандема с Лизой Поповой, которая не только режиссировала эти концерты, но принимала непосредственное участие на каждом этапе создания этого концерта. Только если не говорим о материале. Она может дать ему оценку, может дать мне совет, но по всем художественным вещам мы обсуждаем вместе, и мне очень важен ее взгляд как художницы. Оркестр — это ее идея? Нет. Твоя? Да. А она это просто визуализировала по-режиссерски? Да. Расскажи... Но здесь, видишь, в чем важно? Идея-то моя, но я боялся ее сделать, и она настояла. Она настояла, когда был концерт в Новосибирске, я боялся попробовать, и она сказала: попробуй один раз. И я попробовал, и в итоге я ей очень сильно благодарен, что она продавила мне, потому что мне было не по себе. А ты ребятам так и объяснял: играем паническую атаку? Да. Вот мне нужна тревога. Они видели материал, я примерно говорил им, они видели материал, я говорю: вот здесь вот так, здесь нужно мы поднимаем, чуть опускаем, уходим, снова начинаем, держим какое-то время. Ну вот так, очень на пальцах объяснил, у меня нет ни музыкального образования, ничего, но благо попался классный квартет струнный, которые все схватывали на лету, на чувственном уровне. Расскажи про Лизу Попову. Лиза Попова — это художница, моя подруга, операторка, режиссерка, фотографка. И важно тоже пермячка. Пермячка, да. Чего же надо было, да, это на автомате должно идти. Да. Чем она занимается? Что она делала? Чем она занимается? Она закончила ВГИК и снимала кино. И не только кино, много чем занималась. И в какой-то момент мы с ней познакомились мы в Перми. И она одна из тех людей, не одна из тех, она именно один человек, который сказала мне: едь в Москву. Потому что у меня был компромисс. Я из Перми переехал в Петербург, пожил там 3 месяца, мне было плохо, никаких новых высот не было. И я помню, я шел с открытого микрофона Дани Поперечного в 17:03, где можно было выиграть 5000 рублей, что я неоднократно делал, и это было средством заработка неким. Но в этот момент я обосрался, было очень плохое выступление. И я шел, мне было плохо, я позвонил Лизе, мы тогда общались не так плотно, но почему-то уже начинали притираться к другу, почему-то вот так поддерживали дружеское общение. И я ей поделился, и я помню, во дворе колодца 1,5 часа, если не больше, Лиза мне объясняла, и все мои семьи, мы рассуждали, и она говорит: тебе надо в Москву, все, ты здесь найдешь. И, по-моему, прошло 1,5 недели, и я оказался в Москве. Да. Это вот я просто... Это первая наша работа. Тогда выходил запрос на искренность. Мы делали обложку вместе. Ходили по местам, где, кстати, снимали фильм «Курьер» в Подмосковье. Люберецкий карьер. Да, мы были именно там, где я стою в воде по пояс. Было очень весело. Лазили мы там, будь здоров, ел лимон, я там на камеру обжег себе все губы. Да, было прикольно. Это была наша первая работа. Цвет — это отсылка к Шагалу и импрессионизму. Цвет. Цвет выступления с последнего концерта «Позорище». В целом витражи Шагала, да. Почему он? Просто красиво или какая-то рифма есть и смысловая? Вот если говорить про художников в плане живопись и... Вот я прочитал и книгу Шагала уже прочитал, и подкасты про Шагала прочитал, и охочусь за его там картинами, если мне где-то можно их увидеть. Приехал в Израиль, съездил там не просто добраться до этого госпиталя, где витражи Шагала 12 колен. И это первая картина, я просто увидел его картину однажды случайно.
И я таких эмоций никогда не испытывал. Я не помню ее название. А, пиши, что там. Там уносил мертвую невесту такой... Это не красный конь. Я помню очень хорошо такого красного петуха. И помню очень яркий красный цвет, дом, который то ли окутан огнем, не случилась какая-то радость, невеста уходит, ее уносит в небо. И дело даже не в моих интерпретациях этой картины. Я просто увидел цвет, увидел образы, которые он показывает, и подумал, что круто. и вот так. Заколдоебило. И да, витражи Шагала, и это вообще, как о художнике, о нем много говорит, что он достаточно пожилом уже возрасте начал заниматься витражами и начал заниматься ими самостоятельно. И то, что он оформлял театры, и в итоге люди приходили в театр не на представление, и он затмевал своим оформлением, своими декорациями представления, на которые люди приходили. В одной из парижских опер до сих пор вот это... Куда я тоже мечтаю попасть, и при первой же поездке в Париж, надеюсь, обязательно туда схожу. А почему Его цвета, его образы, его волнистость, и я не знаю, рифма здесь исключительно что тебе нравится. эстетическая. То есть логика в том, что Смысловой нет. тебе понравилось, и ты захотел вот на этом этапе жизни это зафиксировать. Да. А мелодика. Ты специально научился на ней играть? Да. Я купил ее года 3 назад себе на день рождения, потому что мне показался очень комедийный инструмент, как там Кауфман играл на перкуссиях, и Кауфман мне тоже, ну, я вдохновлялся им в начале, и я подумал, точно нужен мне инструмент. Но он в этом плане сложнее. То есть перкуссия ты можешь играть, говорить. Твой аппарат речевой свободен. Здесь же ты должен обыграть. Но какой звук дает он смешной. И баян, и какая-то губная гармонь, и от нее эта трубка, но при этом у Гориллаз есть много в треках этой мелодики. Я не думал, что это она. Есть лайвы, где Алберн играет ну, у него по пантове, конечно, мелодика, но тоже круто играет. Ну, я в первую очередь научился Гориллаз эту мелодию играть. Ну, она супер простая. И, собственно, да, я нашел Андрея, который учит людей на барабанах в Алматы и играет в кавер-группах, и увидел, как он играет на мелодике. Я сказал, ты умеешь играть на мелодике. А он супер движовый чел. И он такой, да. Я научишь? Он такой, я никогда не учил, типа, мелодики, но давай научу. И научил. И научил по-прикольному. То есть какое-то количество грамоты он мне дал, но в основном мы учились импровизировать. Он включал мне какую-то мелодию, и мы вместе играли. Вот. Сейчас я уже пару месяцев не занимаюсь к своему студу, надо вернуться снова к урокам. Он ждет, и он в этом плане пишет, типа, не забивай, надо, и я с ним согласен. Я бы хотел продолжать играть на ней. У тебя, во-первых, есть подкаст про кино, про авторское. Линза Френеля. Во-вторых, просто с тобой общаясь, ты понимаешь, ты все время апеллируешь к каким-то фильмам, и в том числе далеко не самым массовым. Один фильм, про который мало кто знает, но который стоит посмотреть. Есть отличный фильм, он такой отличный, что я даже забыл. Это польский фильм, там человек изображен, у него голова как кактус. Это первое, которое вспомнил, он есть только ВКонтакте. Прости, что я произношу у тебя это на интервью, что людям придется зайти туда. Ну, либо на торрентах найти, он явно там есть. Можно, выйдет название, я его найду. Да. У нас есть такая... Мы смотрели его, наверное, года 3 назад с ребятами, и он настолько комедийный и при этом драматичный, о человеке, которого раздражает все, который ненавидит мир. Я помню, я и смеялся в голос, что над фильмами бывает редко, когда смеешься в голос. И в конце намок. Вот, его покажу. Название, к сожалению, забыл, но мне захотелось поделиться именно им. Давай назову несколько фамилий режиссеров, а ты коротко свое отношение к ним выскажешь. Хорошо. Алексей Балабанов. Люблю, но делает мне больно. Делает мне больно в плане превращает меня в деструктивного. Я бы на самом деле с удовольствием на фоне смотрел хоть каждые 2 дня «Брат 2», про уродов и людей.
Но меня его фильмы возвращают в прошлое, от которого мне хочется... вернее, я пытался от него сначала убежать, потом принять, а потом сделать от него что-то хорошее, а они возвращают плохое. Во мне лично. А как это проявляется? Вот ты смотришь про уродов и людей, и что с тобой происходит? Не знаю, они непреодолимую какую-то во мне не тоску, это неправильное слово. Они заражают меня меланхолией. У меня сразу, у меня сразу пропадает... Я не хочу садиться за стол писать. При этом это прекрасный фильм, особенно про уродов и людей. Но я стараюсь быть аккуратным с балабаном. Не потому что это тяжелые фильмы. Ну вот что-то они во мне деструктивное возбуждают, и я не могу понять, что это. Но я безумно люблю его кино, да. Квентин Тарантино. Нормас. Так. Ларс фон Триер. Супер. Да, супер. Первый его фильм, который я посмотрел, это была «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли. И это было то кино, я посмотрел в кинотеатре его, это было то кино, когда я чувствовал, что меня используют, мной манипулируют, но мне это очень нравилось. Очень крутой автор. Только говорим как про режиссера. Остальные его высказывания, и это уже совсем другая история. Андрей Звягинцев. Я смотрел у него «Нелюбовь», «Левиафан», и вопрос, смотрел ли я что-то еще у него. А напомни, что у него еще есть? Елена. «Возвращение». «Возвращение». Я смотрел «Возвращение», хороший фильм. «Нелюбовь». Меня не попало. «Левиафан» тоже в меня не попал. Но как к персоне, как к человеку, я испытываю к нему бесконечное уважение. Тебе нравится Кира Муратова? Да, очень. Расскажи. Очень важно еще, что я в начале своего кинематографического и вообще насмотренности пути, и у Киры Муратовой я смотрел, по-моему, фильмов 5-6, а у нее их больше, я думаю, в 2 раза больше. И в этом смысле я за поем не могу смотреть, я хочу потихоньку открывать для себя автора и уметь насладиться им по полной. Вот знаешь, иногда даже влюбиться в автора, вот говорить о нем, хотя только 3 фильма посмотрел, но уже как будто бы у тебя такая любовь к Кире Муратовой, у меня, что вот это, знаешь, я смотрел с ней на ночной этот показ, еще старый, как он назывался, по Первому каналу? Закрытый показ. Закрытый показ. И как у нее ругали, я думаю, блядь, суки, что ж вы такое говорите? Всем вам еще, блядь, за это. И про «Груз-200» тоже. Я, по-моему, тот эфир я смотрел, по-моему, 2 раза. Да. И первый ее фильм, это ее, по-моему, дебют, который вышел, который не лежал на полке. Это «Долгие проводы». И это фильм про отношения сына и матери, что для меня тоже является лейтмотивом всей жизни, думаю, и творчества. И как она это нежно показала. И я не знаю, меня, когда ты вот так ревешь, улыбаешься, и мы тогда с Марго это смотрели друг на друга, а огромной любовью тебя наполняет. Мне кажется, это очень сложно в творчестве, особенно тогда было показать такую любовь. И ее персонажи, если мы говорим уже про ее фильмы, которые она делала после распада Советского Союза, и она открыла, я надеюсь, что я правильно говорю, Ренату Литвинову в «Настройщике». Когда я увидел ее в «Настройщике» с этой косой, я не знаю, видел ли ты этот кадр, потому что я Ренату Литвинову знаю из сериала «Таежный роман», который мама смотрела просто с запоем. Я ненавидел этот сериал. Где она Я летаю. И где она яички варила мужу своему. Да нахер этот сериал, я его ненавижу. Ты не подпевал «Ты неси меня, река»? Ну не надо, Юра, это ужас, потому что мама много смотрела и много плакала. А когда мама плакала и выпивала, смотря этот сериал, мне было ужасно от этого. Ты спрашивал ее, почему она плачет? Я не помню, мой мозг постарался, наверное, отчасти стереть воспоминания какого-то периода моего детства. Тебе было сколько, 6-7 лет тогда? По-моему, чуть-чуть постарше. Ну, 6-9, где-то так. До того, как мы начали жить с дядей Сашей, с отчимом, и с Олей, и с Никитой. Твоими сводными братом и сестрой? Да.
Но это же точно по-русски написано. Да, это не кириллица сербская, это кириллица русская. Хотя Т немножко хотела стать... Т. Видишь, Т не хватает вот этого, понимаешь? И это же свежая надпись. Не видел ее здесь в предыдущий раз. Это живая крепость. Сколько здесь русскоязычных? Ну, давай так, в Герцег-Нове 33 тысячи человек. Я думаю, что здесь порядка сейчас 10 тысяч русских, если брать детей, потому что вот статистика по весне прошлого года, 3000 до ООО открыто, ну, это юрфирма, ну, с директором, бухгалтером и так далее. Это самый простой способ получить ВНЖ. И мы понимаем, что это 3000, ну, и как бы, ну, вряд ли это... Ну, это семьи, как правило. Естественно, да, то есть умножаем Около на 10 2. тысяч человек? Да. Треть населения говорит и понимает по-русски? Слушай, ну вот в Будве я не слышал черногорские речи, я слышал московский прононс. Ты внимательный зритель Николая Солодникова. Да. Но я так и не понял твоего отношения к нему. Я сам не понял своего Серьезное или ироничное? Я благодарен ему за то, каких людей он мне открыл. А к нему я никак не отношусь. Нейтрально. Он много странных вещей говорит. Но при этом мой любимый выпуск у них с Любовью Аркус. Где он плачет? Где он плачет. Но дело там не в слезах. Дело в том, что это настолько деструктивное интервью, что, я не знаю, как по отчеству, Любовь Аркус, она сидит, у нее какие-то проекты, что-то, и она очень хочет о них рассказать. А Коля только и делает, что спрашивает про Германа, про Балабанова, про кого же еще, про третьего он спрашивал, про Сакурова. И она ему говорит. Она уже ему дала понять много раз, что... Может, про это, что... И он говорит, да нет, но он сидит, и меня эта фраза очень повеселила в конце, когда они уже что-то ревут, курят, и Любовь Аркус ему говорит, Коль, ты что, водку пил? И это взрывает мне мозг, насколько она поняла. Водку пил, чё ты ревешь? А какой клевый момент, светлая ему память, в интервью Эсси Ляне? Когда Легендарный, когда они достают эту маленькую бутылочку водки, и Атар, по-моему, смотрит, жена слушает, и выпивают из горла, и он говорит, Коля, это было обалденно. Не хыкай, или как он ему сказал, типа не вздыхай. Чтобы не спалиться? Нет, просто говорил, ну он на это подчеркнул, когда пьешь, не надо вот это. После этого выпил, сиди с нормальным лицом. Он как-то это подчеркнул, типа не морщась. Так, это было так по-наставнически, мол, если уж пьешь со мной водку, то пей нормально. Короче, мы когда с тобой шли, и есть ассоциация, что мы по заброшке ходим, и как только мы зашли за тот угол, я подумал, что это очень напоминает «Сталкера» Тарковского. Я смотрел его 3 дня назад, и я очень... Свежее впечатление. Супер свежее впечатление. Так ты любишь Тарковского или Да, не любишь обожаю. Тарковского? Еще недавно ты был человеком, который не смотрел ни одного фильма Тарковского, но все про него знал. Да. А как так вышло? Да, блин, не знаю, просто это странная любовь, поэтому мне и нравится. Меня он, во-первых, он меня веселит. Он мне кажется и гениальным, и абсурдным, и претенциозным, и красивым, как он одевался, как он вел себя. Когда я прочитал его любовные истории, при этом он мне показался очень жестоким и во многом, херово он себя вел по отношению к женщинам. И то, что он говорил про женщин, все это, короче, не одобряю. Он очень многогранная персона, за которой интересно наблюдать, следить, читать, то, как он мыслил себя, вел этот мартиролог, свои впечатления, что он, в принципе, жил, хоть он этого не произносил, но мне кажется, себя в лик святых он возвел еще при жизни. Просто как он себя вел, под каким светом он стоял, как он говорил. И поэтому меня очень одновременно и веселит. То есть я его не как человека воспринимаю, а как что-то, зачем интересно следить и раскрывать. Героя. Не то слово. Как, я не знаю.
это как за фигурой, как за чем-то. Герой Короче, сериала, может чтоб не подумали, что, короче, это не любовь, что я, вот Тарковский, как бы вычитать про него, вот сейчас бы в ВГИК поступить, и чтобы мне еще больше про Тарковского рассказали. Да, блин, не знаю. По-честному. Да. Какое участие в том, что ты заинтересовался Тарковским как личностью, Да. сыграл Николай Солодников? Самую главную. Конечно, он реально, если... Ты сейчас не иронизируешь? Я не иронизирую. Ага. Абсолютно нет. То есть вот это вот Колина популяризаторство и культ, который он поддерживает. Почему-то я чувствую сейчас стыд, но да. Потому что в 20 лет я не смотрел ни авторское кино, не смотрел ни какое-то изобразительное искусство в целом, не вникал в контексты и не думал, как я сейчас думаю. И интервью там, Николая Солодникова, в свою очередь, каким бы они тоже порой абсурдными и смешными не были, если убрать вот эту спесь, которой, как мне кажется, много. Они просто часто говорили об этом, и потом еще есть там в Инстаграме паблик, который 11111, который делает мемы, душнило вот этот. Мне очень нравится этот паблик. Я смотрю, и с Тарковским там, естественно, очень много мемов, как он в Италии лежит, рассуждает, и она там приписала, типа, когда на Сбере осталось там 15 рублей, что-то такое. И там таких много, и он там высоко рассуждает с припиской, вот такой. Вот. А Тарковский еще все равно, Лиза Попова, она не навязывала мне любовь к Тарковскому, но она закончила ВГИК, и там всем, кто учится во ВГИКе, навязывают, я думаю, в той или иной степени, говорят много о Тарковском. Да. И как-то я просто, мне нравится читать. И вот про Солодникова многие факты я узнал из его интервью, и они мне казались интересными, и так я начал погружаться. Потом я принципиально не смотрел никакие фильмы, потому что у меня был материал о том, что я не смотрел ни одного фильма Тарковского, и сейчас я уже готов максимально погрузиться, и мне очень нравится. И когда они разговаривали о Тарковском, я знал, что мне обязательно понравится. Ага. А сколько ты держал вот эту вещь, что тебе... Ты 1,5 года. То есть у тебя есть материал? Но если быть честным, я посмотрел Андрея Рублева год назад. Но я был под большим впечатлением. Тебе понравилось? Очень. Сцена с колоколом, по саспенсу я не видел ничего подобного. Когда вот это они выковали царь колокол, и вот идет момент, что он зазвенит или не зазвенит. И в этот момент, язычок это правильно называется или нет, когда он вот охоет, когда показывают лица, и меня разорвало. Да красиво, очень сильно. И я теперь понял, почему Федя говорит, что в 8 утра выпить кофе с этой настоечкой. Хочется немножко выпить, не напиться ни в коем случае. Был у меня случай, когда мы с отцом поехали его с друзьями на реку на 2-3 дня. И там были мои сверстники, но не так много. И я когда просыпался, отец уже сидел, выпивал, и я в какой-то момент спросил его, а мне тогда, наверное, было 13-14 лет, я спросил его, зачем он это делает. Я не помню дословно, как звучала эта фраза, но она звучала как-то... Он сказал про свой возраст и сказал, что я боюсь пропустить, момент радости. И это меня тогда уже в 14, мне показалось таким... Это очень грустно звучит. Ну и довольно глубоко. И довольно глубоко. Да, и вот когда ты и так видишь что-то очень красивое, и тебе хочется подчеркнуть, и ты так голоден до этого момента. И вот этот... я тогда, вот когда услышал эту фразу, я подумал, я никогда не хочу так чувствовать. И но все равно чувствую. Прошли годы. Я только сейчас это понял. Это не было. Учитывая, что у нас еще остались, немножко неловко. Мы можем идти? Можем. Жили. Я вас поднял чуть повыше. Это роскошная точка. Это то, что называется Шпаньола. Это очень разномастный регион. И вот во всем этом безумии Италия, Османия, местные, скажем так, идентичности, все это включало, например, удивительные 9 месяцев в 1538 году, когда эта территория контролировалась испанцами, которые вдруг неожиданно решили здесь, на горе, ты понимаешь, что это стратегическая точка, да, отсюда пушки контролируют вход в залив Бок-Которский, поэтому эта крепость называется Шпаньола.
И это удивительный памятник. Здесь планируют сделать кластер. Я думаю, что в 22 веке мы увидим этот культурный кластер в Черногории. Казарма, оружейка, церковь. Но жизнь побеждает. Граффити я там видел. Там надпись, очень смешно, которая не поместилась и перелезла. Из группы Joy Division. Перед нами Бока-Которский залив. И я когда-то услышал, что это важное место наркотрафика. Злые языки утверждают, что это так. Котор считается в некоторых осинтовских расследованиях важным хабом по перегрузке всего того, что приплывает из Африки. Ну, чтобы ты понимал, условно говоря, когда дует юго, сюда прилетает сахарский песок. Да, то есть это, ну, вот такая близость к Африке. Такая близость к Африке и совсем И прилетает не сопутствующим только песок с Сахары. элементом. Молодец. Прилетает песок. Главное, чтобы ветер дул, да. Не песок, порошки разные прилетают. Честно говоря, когда вот мы по Котору ходили по этим улочкам, я почему-то представлял, что здесь какой-то криминал творится. Это перевалочный хаб. Дальше, соответственно, все порошки уходят через Сербию в Европу. Мы пока еще перемещались, что-то звучало, и Андрей спросил тебя, что это? И ты говоришь, может быть, и стреляют. И сказал, что здесь много оружия у людей. Давай так, здесь не то, что много оружия, это часть культурного кода, такая же, как в Ингушетии, в Дагестане, в Грозном. Больше всего оружия в Европе на душу населения в Сербии, второе место Черногория. Именно поэтому я ржал здесь, когда был праздник, фестиваль «Мимозы». Недавно постреляли на фестивале «Мимозы». Капелюшки, да. Подстрелили его в колено. блин. То, что надо, прошел фестиваль «Мимозы», то, что доктор прописал. Приехал президент Черногории и в церковь пошел. Один охранник. Он с детьми, соответственно, 2 детей, сын, дочка, ювелир, пошел, значит, в церковь Святого Михаила. Ну, знаешь, есть такая присказка, если сын и дочка, то это типа батя-ювелир. Ты про это. Да. Соответственно, один охранник постоял. Извини, ты мне с этой мудростью, я чувствую, как я повзрослел прямо сейчас. Где-то на полгода я прибавил. Не зря встретились, дядь. Так, президент. Да, и он просто идет в церковь. При этом это вторая страна в Европе по количеству стволов на душу населения. Условно говоря, моему знакомому в Ораховце сосед показывал, слушай, ну вот здесь в хлебнице ствол. Говорит, ну вот здесь лежит, если надо, бери. И, соответственно, вот там было Рождество, ну это канонада, свадьба — это канонада, рождение ребенка — это канонада. Ну это вот просто в воздух стреляют. Прям несколько минут это может звучать? Я бы не разменивался на минуты. Час может звучать в Рождество? Да. Смотри, вон сколько там. И в каждом этом домике есть ствол. Идеальный переход на то, чтобы спросить то, что мы хотим спросить с самого момента встречи. Что значит этот нож? Цветы подрезать, там, сигары открыть, шишечку, конфеты детям. Это реально не для самообороны. Юра, я пацифист. Пока мы были у храма, ты вывел нас в сторону кладбища и показал, какая здесь есть традиция. Здесь, во-первых, могилы... Что это такое? Ну, они открытые. Да, там есть какие-то специальные приспособления, что плиту можно будет поднять. Ушки вставляешь, скажем так, стержни, поднимаешь могильную плиту и подкладываешь тело. И до 7 метров вниз. Ну, это если речь о том захоронении семейном. Да. И еще есть вещи, она встречалась и там, и на другом кладбище, где, значит, например, 2 имени, Да. а одно имя и уже годы жизни, например, 1930-2001, а второе имя Дата рождения и открытая дата. Да, 931 и все. Что это значит? Это значит, что кто-то забронировал себе могилку, понимая, что он смертен. И это, в общем, мне кажется, адекватное отношение к всему этому процессу. То есть это имя живого человека? Это имя живого Человек ходит человека. еще по планете, по этому городу? Скажем так, Ленинградская... Можно прийти к себе на могилу?
Ну, посмотри, там, вот, нормально, заколосилось эти маргаритки Когда красивые. сильно... Ну, по-моему, это очень круто. Ленинградская Это очень, братва, это очень остужает. Ленинградская братва в конце 90-х, в конце 80-х, начале 90-х уже придумала, не побывав на Балканах, хотя кто-то, может быть, ездил на соревнования в Белград по боксу, Или на обмен опытом. скорее все-таки на соревнования, придумала себе тему делать, заказывать надгробия с открытой датой. Ну, типа, я понимаю, что меня убьют, это путь самурая. Здесь, соответственно, поскольку земля очень дорогая, ну, ее немного, мы видим, ну, как бы там не похоронить, но это все как бы вверх Гористая туда. Да, местность. гористая, да, и трудно копаемая. Вон там карьер, вот там попробуйте похоронить кого-то. Вон, мы с вами пока сюда подбирались. Из-за этого похороны дорого стоят. Да, до 20 евро. 20 тысяч евро. Да, соответственно, проще и намного дешевле заранее забукировать. Ну, ребята, если что, другого финала не будет. Как бы, там нету других Ну, вариантов. во сколько лет надо об этом задумываться? Я тоже просто... Я бы задумался as soon as possible. Друзья, я прошу прощения за, может быть, слишком личное, но вы собираетесь в земле быть похороненными? Да. Не кремация? Мгм. А почему? Не знаю. А ты? Кремация или Кремацией над стадионом или над Финским заливом, над Невой. над Петровским или Зенит-ареной? Скорее, в таком случае над Невой, там, где рядом и Петровский, и Газпром-арена. А ты? Кремация, конечно. Ну Почему, что, место конечно? не занимать. Место не знаю. Да. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Еще но- очень важная вещь, не хочется, чтобы было место. Я рассказывал об этом в выпуске с Ладо, но если кто-то его не посмотрел, Ладо Кватани. Просто очень хочется, чтобы было, если я умру там раньше близких, вот, и если вдруг это случится в молодом возрасте, очень не хочется, чтобы было место, куда можно было прийти и погрустить. заземлиться, да. Вот я вообще не Да, хотел бы это напрягать. правда. Я не люблю напрягать Это людей, правда. и тем более самых близких, и тем более в случае, не дай бог, ранней смерти. Блин, простите, но вот у меня как раз-таки поэтому я и хочу, чтобы меня похоронили. Чтоб могли родные Догнали, да. люди прийти, поплакать, погрустить, не знаю, помянуть. Я, честно, мало об этом думал, но почему-то мне это кажется важным. Ты их не отпускать будешь таким образом, нет? Я думаю... Ты будешь продлевать их горе как будто. Думаю, нет. Не думаешь? Думаю, Я думаю, нет. что это зависит не от Андрея, Да, это зависит да. от людей. Я ни в коем случае не хотел бы продлевать горе людей, но при этом, ну вот говорят, что типа, ну ты же уже умер, ну что ты заебываешь людей? Да? Вроде как. Ну, я вот так о себе думаю. Вот. Я не сужу других, я бы так не хотел. А мне хочется позаебывать. Вот знаешь, чтобы вот пришел мой внук и сказал, бля, какой вот дед был заеба. Он меня тогда заебал. И сейчас я хожу. И сейчас. Да. И потом. Да. И не знаю, я в этом вижу очень много светлого и хорошего. Федь, мы когда рассуждали про то, что очень похоже на локацию сталкера, ты точно у меня создаешь впечатление в хорошем исключительно смысле сталкера и человека, который ведет не потому, что хочет награды, а потому, что он не знает, как по-другому. Для меня очень важный герой Кайдановский в этом фильме, и то, как он в конце воет. В кровати говорит, они не понимают, Вообще, они не чувствуют. Да, это просто катастрофа. В этот момент хочется, конечно, вскрыться. Но мы этого делать не будем, потому что нас ждут другие приключения. Андрей просто увидел дверь, и вот тут Да. он просто затрясся и потерял покой, потому что у него ощущение, что здесь все как в сталкере. Ну, посмотри, просто Да. вот путь. Это И- путь воина. Смотри, вот то, что меня зацепило, это узкоколейка. О, рельсы. Рельсы, да. Рельсы, шпалы, шпалы. Этот, ё-моё. Коне- Старик, Федь. я рад, что мы встретились. Ты понимаешь, да, что это как бы линия укрепления, да, соответственно, Да. там Снаряды подвозить. огнестрельные точки, да, и это вот история про то, чтобы подтаскивать совершенно верно боеприпасы. А это карцер? А, нет, это просто закрыто. Тут резину Тут у хранит. кого-то зимняя резина, Юра. Слушайте, это реально как как Гараж. погребок. Крепость начинается с башни наводчика. И вот это башня наводчика. 1896 год. Это лютый чугун. То есть ты понимаешь, да, что бы сюда ни попало сверху, это не пробьет. Естественно, этого дерева не было, да, и отсюда открывается невероятный
очень стратегически важный вид на Буг-Каторский залив, куда в теории могут зайти корабли противника, и отсюда наводчик будет подавать сигналы уже по изобретенному радио, и чтобы они, значит, покрывали пространство Буг-Каторского залива. Федя, это то есть буквально что такое строить на века? Ну, мне кажется, на тысячелетие, Юр. В Буг-Каторском заливе каждый год поднимают 15 тысяч тонн боеприпасов. Ого. Ну, Вторая мировая. Ты такую интересную экскурсию нам тут провел по военному объекту, но при этом ты говоришь, что ты пацифист. Все так. А вот при этом это не мешает интересу к военному делу и к этому. Пистолет ТТ прекрасен своей стилистикой, своей эстетикой. Пистолет Глок прекрасен своей стилистикой. Тем, как рукоятка переходит в цевье и так далее. Можно спрошу? А Давай. когда ты эстетизируешь, ну только для себя, ни в коем случае не для... Ты же не преподаешь это, не расскажешь, да, и все такое. Вы Нет вообще такого- первые, с кем я здесь это обсуждаю вслух, потому Да, что когда моим ты- дочкам это нахер не нужно. Когда ты эстетизируешь, вот, например, оружие, я, например, тебя могу послушать, ни в коем случае на тебя ничего не подумать и так далее. Но в тот момент, когда ты насыщаешь оружие таким смыслом, оно привлекает. Оно привлекает человека, не который это ужасно. будет на него смотреть, И а это который ужасно. захочет выстрелить. И это ужасно. А что с этим делать, непонятно. Мы вроде бы обсудили с вами, что справедливости и честности нет. нет, да, но просто сабля может быть красивой, сабля в руке Гришки Мелехова, она может быть тоже прекрасна, шашка, вот эта казачья, но это все равно смерть, да, поэтому для меня это все книжное знание. Да. Зато как полезно принять, что справедливости не существует, и тогда можно не грустить, а просто хотя бы покайфовать от того, как оружие выглядит. Пойдем купаться? Обнимемся. Обнимемся. Ой, вы чудесные. Сколько стоит такой концерт в производстве? Вышел в 1,5 миллиона рублей. Деньги были из подушки? Часть из подушки. А чё часть? Все из подушки. Ну и чуть-чуть с продажи билетов. А потом уже еще интеграция, но это уже потом. Интеграция какую часть отбила? Треть. Ты выпустил свой концерт «Позорище» Да. на Ютубе. Да. После этого случилась громкая история, когда Артур Чапарян высказался довольно оскорбительно в адрес тех комиков, которые выпускают бесплатно и бравируют этим. Да. Он там употребил слово, которое лучше не произносить в Ютубе, чтобы желтую монету не дали. Да. Ты на это назвал Артура Чапаряна уебаном. Да, я написал, что я не буду продавать концерт на Specials не потому, что это плохая площадка, или не потому, что не хочу продавать концерты, а потому что Артур Чапарян уебан. Да, я вот это написал. Ага. А что это было? То есть это действительно конфликт или это такое? Не, ну это не был договорняк, а промо моего концерта, хотя было бы хорошо, конечно, так задумать промо. Слушай, у меня были тогда съемки, и Артур сначала написал свой комментарий в другом паблике, потом написал это. Я разозлился и подумал, что я хочу все-таки ответить на его высказывание, и мне показалось с его стороны очень некрасивым. Просто это претензия. Даже если ты это расценил, на что ты имеешь полное право, так как мы в одной индустрии и прочее, и ты делаешь для нее как можно лучше, но переходить на оскорбление... я тоже тогда начну называть вещи своими именами. Жалел ли ты об этом потом? На утро после этого нашего бифа громкого мы проснулись от землетрясения. И когда Алматы сильно трясло несколько недель назад. Да, и мы когда вышли из дома с кошкой и с каким-то количеством вещей, я посмотрел свой телеграм-канал и думаю, а нахуй это надо мне вообще все? Это так тупо мне показалось, вот это все, что произошло. Не потому что, потому что я вот сижу на лавочке с Марго и с Асей, кошкой, и думаю, а зачем отвечать, еще что-то. Но я не жалею об этом. И если кто-то там еще
будет меня оскорблять, я не хочу это терпеть. А вы не помирились с Артуром? У вас Я- не было потом какого-то общения? Я, честно примирения? говоря, не испытываю... Я думаю, мы не ругались под конец уже какие-то... это были школьные уже приколы. Про хуи что-то там. Ну, это уже просто грязючка была. Ну, то есть такого уровня, когда вы понимаете, что вы уже в поле прикола. Я надеюсь. Я был уже в конце, после этого сообщения, уже был в поле прикола. И я надеюсь, что Артур на меня не держит зла. А ты на него? Я нет. Но я думаю, нам не за что перед друг другом извиняться. Это в целом было... мы обоюдно все сделали. Для меня конфликт точно исчерпан. И мне в первую очередь показалось странным, что он думает, что я бравирую и подаю бесплатность своего концерта как эксклюзивность, что ни в коем случае типа, не так. Я не хотел задеть на фоне работы Артура и еще там Дани или Руслана Белого, что я сейчас в выигрыше. У меня-то бесплатно, не как у них. Просто было бы глупо. Я писал эту подводку для своего концерта, над которым долго работать, чтобы в итоге задеть Артура Чапаряна. Ну, очень важно, прости, я хочу сказать такую вещь, что все аргументы Артура и его мнение как бы падает, как мне кажется, под тем, что я каждый концерт на его площадке поддерживал в своих социальных сетях и говорил о том, что продавать концерты — это круто. Но, видимо, слово то, что мой концерт бесплатный, как-то для Артура обесценило этот момент. А как ты генерально относишься к его концепции, что концерт надо продавать? Круто И- отношусь. Круто. Да, надо это делать. Просто я пока не готов. Просто если верить Сереге Орлову, там вот такая цифра была на момент... Это круто. И Сереге Орлову уж точно надо продавать концерт платно. Мне кажется, у меня еще нет столько аудитории. ты недостаточно известный для этого. Пока мне кажется, что да. Для продажи концерта, чтобы я чувствовал значимость этого концерта, чтобы я чувствовал отклик. Тут даже делать 14 миллионов — это много. Но сейчас я, например, если бы заработал какую-то, это абстрактная сумма, 5 миллионов. Да. Я бы был рад этим 5 миллионам, но концерт бы мало людей увидело. Ну, то есть тебе расширить собственную известность и аудиторию сейчас важнее, На данный- чем деньги оперативные, быстрые. На данный момент, да. И я рад отбиванию концерта, потому что запрос на искренность отбился по донатам, счастливый человек отбился по донатам. В течение полугода это примерно происходит. И позорище тоже в итоге с интеграцией и с донатами отобьется. Мне этого достаточно. Это круто. Отбить концерт, в ноль выйти по деньгам. Расскажи про Марго. Марго. Мы в отношениях. Она, ну я же выложил этот разговор, коренная москвичка, коренная тушенка с улицы Свободы. Она в том числе дизайнер, графический. И в целом я ее вижу как художницу больше. В этом плане она бы сама лучше сказала, как она себя определяет. С которой мы вместе работаем, живем, переезжаем, путешествуем, любим друг друга, меняемся. Та женщина, которой я испытываю самый настоящий трепет. Вот. Как давно вы вместе? Два с чем-то года. Когда ты уезжал в Казахстан от мобилизации, она сразу поехала за тобой? Мы сразу приняли решение, она сказала, конечно, я поеду. У меня сейчас есть шутка, она никак не добивается. Я рассказываю про отношения и говорю, вот хитрая. Ну, типа, поехала за мной, я теперь ей всю жизнь буду должен. Но это исключительно юмористически. Как перебить такой поступок? Поехала со мной в Казахстан просто с бухты-барахты. Чё там, как там? Она приехала спустя, по-моему, 1,5-2 месяца. Она разбиралась, еще более того, разбиралась со всеми вещами моими, отправляла и так далее, и так далее. Очень много всего сделала, да. И приехала ко мне в Казахстан. Ты возил ее в Чернушку? Да. И ты рассказывал, что ты очень забавно ее представлял людям. Короче, есть такой... Ну, мне правда нравится говорить, что она коренная москвичка. Ну, да просто прикольно. И это не потому, что я правда этим понтуюсь. Но когда бы я мог подумать, что я, чернушанин, буду с москвичкой встречаться. Для меня, извини меня, это статус.
Ну, и я почему-то, зачем-то говорил, когда рассказывал про Марго, помимо того, какая она замечательная и как я ее люблю, я говорил о том, что у нее 2 квартиры есть. Иногда, Москве? да. Ты вот пацанам говорил, что типа, Ну, у нее 2 хаты в Москве. Ну да. И друг Женя, с которым мы играли в КВН, я всегда к нему заезжаю. Я говорил про Марго, и вот мы приехали с Марго. Мы болтали весь вечер, что все хорошо, тортик поели, мило поболтали о том о сём. Я иду мыть руки и слышу, что-то, а правда у тебя там 2 квартиры? И я, блядь, как же я покраснел, мне стало так стыдно. Я ору из ванны: Женя, ну пожалуйста, ну это же был прикол, ну не говори. Она же реально, ну она не подумает, конечно, что так, но мне стало очень стыдно. Но Женя ржал, как не в себя. А она не подумала, что ты... Я надеюсь, что не подумал, что я с Ты ней из-за этих 2 квартир. Я не из-за них. Завидная невеста. Очень. Ну а чё? Это я колхозник сильно, да, думаешь, когда вот так говорю? Что я не могу порадоваться, что встречаюсь с девушкой, у которой есть квартира в Москве. Клево. Она вообще в прошлом нефорка. Нефорка? Да, у него такие туннели были. И я когда смотрю в ее паспорт, и я думаю, блин, с Саторовой встречаюсь. А там туннели? Да, в старом паспорте. И в целом много пирсингов было. И такие тонкие-тонкие брови карандашиком. Но я с любовью это говорю. Это заметно. Да? Ну, это супер. Мы пока перемещались, ты расстегнул рубашку, и я увидел футболку. Простегни, пожалуйста. Короче, это мой мерч, да, и вот здесь некий арт изображен. Такой. Так, а можно я поинтерпретирую? Да, конечно. Ну, вот мне в Уроборосе, ну, мне кажется, что это такая попытка зафиксировать, что Россия под маской традиционных ценностей сжирает сама себя. Абсолютно верно. Так и задумывалась? Да. Ух. Кто автор? Концептуально я, самого арта Маргарита Семенова. Твоя девушка? Да. Ну, вообще это выглядит как политическое заявление. Коим оно не является. Да? Да. Что ты соскакиваешь сразу? Давай так, это какое-то заявление точно. Я просто, смотри, я не совсем понимаю, что такое политическое заявление. Боюсь быть дураком. Объясни мне, что такое политическое заявление. Ну, когда ты вот таким образом, не напрямую, а говоришь, что моя страна в чем-то не права. Да. В чем? Вот смотри, я попытаюсь тебе объяснить. То, что я хотел сказать этим артом, это то, что я не хочу проговаривать словами. Съехал ли я от этого? Я думаю, нет. Мне важнее высказаться вот так, чем просто в очередной раз сказать всем понятные слова. Хотя и понятные слова я тоже говорил. И говорю до сих пор. Так, значит, сразу уточню. Я сейчас узнаю, любопытствую, а не, например, прижимаю и говорю: почему ты не конкретен? Нет, в моих вопросах сейчас будет исключительно попытка узнать мотивацию. Хорошо. Только наблюдательная, без всякого моралите. Ты так хочешь высказаться, потому что, на твой взгляд, это талантливее и поэтому лучше? Или для того, чтобы избежать наказания по закону? Мне кажется, что это талантливее лучше, и это не вызовет таких прямых вопросов ко мне. Ну, со стороны Со стороны государства. государства. И то, и другое. И потому что мне очень нравится танец Матисса, мне очень нравится хоровод. И каждый раз, когда я видел то или другое, я думал, это точно нужно соединять. И когда я прочитал про Уроборос или Уроборос, как правильно, когда я вник, я не просто увидел в альбоме Скриптонита однажды. Ты до альбома Скриптонит узнал, что такое Уроборос? Или Уроборос? Я Нет, просто Уроборос говорил. после. После, ага. Так что, да, Адилю за это большое спасибо. В 2021 году у тебя вышел концерт на Outside Stand Up. Это один из проектов Medium Quality. Да. И там... Очень важно, его продюсировал Томас Гайсанов. Да, за что ему респект. Там было несколько шуток про политику, одна про пенсионную реформу, Да. и там была гробовая тишина. Да. Ты удивился, что люди вообще не поняли? Нет, всегда так было. Это что-то... Но там же шутка-то потом на том, что какая гибкая у вас мораль. Здесь же, ну, по-моему, на этом была игра вся.
Там шутка просто про пенсионную реформу, почему они еще не реагируют. Там не очень смешная шутка. Она больше заточена на шокирование людей, чтобы потом подколоть их. Ну, это такая манипулятивная достаточно шутка. Она мне не очень нравится. Не очень нравится? Нет. Второй про ёршик, про золотой ёршик. И там прям прямое указание на то, что у Путина есть Тогда дворец. это еще актуально было. Да. Да, с золотым ёршиком. На medium quality такое можно было выпустить в 2021 году? Можно было. И это не было поводом для обсуждения и попыток? Нет. Томас в этом плане, как продюсер, давал мне лично абсолютную свободу. Ты был одним из 250 комиков, которые подписали антивоенное письмо. Мгм. Я когда это увидел у «Медузы», я такой, точно подписал. Для меня это вообще не является каким-то подвигом. Или, конечно, да, точка. Я даже забыл об этом. После того, как война началась, ты полгода жил и гастролировал в России. Как эти гастроли выглядели? Выглядело это вот как. Я ездил по городам, было напряженно, люди истерически смеялись, говорили спасибо, что поехал в итоге в тур. Я, если что, не ставлю себя, что я в итоге... Да, людям было... Это важно посмеяться тогда. Вот, я говорю, истерично смеялись. Ну, Истерично, то есть смех ненормальный. Смех иногда не на панчлайне, а на каком-то, на какой-то обманке или переходе. То есть люди как будто бы пугались если ты текст каким-то образом построил так, что идет резкий переход, они могли там что-то истерично захихикать, или когда ты общаешься с публикой, классическое какой-нибудь small talk, где вы там работаете и все такое, тоже там люди немножко подхихикивали, хотя говорили обычные вещи. Когда началась мобилизация, ты уехал. Да. Почему? Я до сих пор не совсем понимаю, как к своему этому поступку относиться, потому что я не хотел уезжать до последнего и всем говорил, что я никуда не поеду. Потому что мне скорее выходом настоящим казалась внутренняя миграция, нежели реально куда-то уезжать. Но по уже счастливому, я так думаю, стечению обстоятельств, Лиза была тогда в Казахстане, она работала там на фильме. И еще там был мой друг и бывший менеджер Тлек. Тогда он не был моим менеджером. Который сказал, что я сейчас в городе Семей, я тебя встречу, помогу. И я сорвался и поехал. Это какой день мобилизации был? 3-й или 4-й. Испугался. Ты боялся, что тебя призовут? Да я не знаю, что испугался. Скорее всего, меня бы не призвали. Но и предугадать я этого не мог. Короче, я подохерел тогда. И были люди, которые меня приняли в Казахстане. И я не помню, что я испытал, приняв это решение. Вот так вот иногда глупо в жизни получается, что судьбоносные решения... Я не помню, почему принял судьбоносное для себя решение. Ну, ты сейчас говоришь, как будто жалеешь об этом? У меня есть плюсы и минусы. А давай расскажем их. С чего начнем? С чего ты хочешь, с плюсов, с минусов? Давай начнем с минусов, потому что хочу закончить плюсами, потому что сейчас я в плюсе. В плюсе в плане эмоционально. Минус, я очень скучаю по дому. Мне кажется, я бы смог там работать и говорить отчасти то, что... Вот это же сейчас сослагательное наклонение, тупо. Это вот эта эмоция, когда ты засыпаешь и думаешь, а вот бы сейчас. Это дурацкие мысли. Но в них я вижу минусы. Минус вот в чем. Того, что я реально не могу сформулировать по-взрослому, почему я принял важное для себя решение. Я так тупо себя из-за этого чувствую. Уехал, потому что могут призвать? Хз. Только в этом минус? В том, что жизнь нахуй с ног на голову перевернулась. Все по-другому. Слушай, есть ощущение, что тебя по-прежнему это терзает. Угу. У тебя нет ответа на вопрос, правильно ли ты сделал. Угу. Плохо это. Терзает, да. Как я могу это судить об этом? Терзает. Просто это сложное решение.
принятое быстро. И поэтому это терзает. Я думаю, что я это отпущу и начинаю отпускать вот почему. Мы обсуждали это с Марго, я говорил, и в моменты, когда я начинаю по поводу чего-то сокрушаться, она в этом плане может меня выслушать и поддержать. И вот несколько дней назад я ей начал перечислять плюсы. Я говорю, этот концерт бы точно не получился, если бы я остался в России. И я говорю, мы бы не смогли с тобой сохранить отношения, и я бы не понял, наконец-то, типа, как я тебя люблю, если бы мы не оказались здесь, в Алматы, в Казахстане. И в целом за год, за последний год, как я уехал из России, я в целом как человек очень поменялся. Стал более рассудительным, спокойным, научился передавать какие-то вещи другим. Делегировать? Делегировать, да. Чувствовать научился многое. Но вот видишь, в этом моменте, когда начал тебе объяснять, сейчас жестко запутался и запаниковал, потому что, видимо, внутренне еще не решил для себя это. Может ли одной из причин того, почему тебя все еще терзает, и ты не понимаешь, правильно или нет, быть синдромом упущенных возможностей? То, что ты смотришь на то, что происходит со стендапом в России. У меня в эмиграции сильно возрос и количество людей, которые смотрят меня, и заработок. Нет, ни в коем случае. Ну, вдруг я... Типа, по вот бы- мне тоже очевидно, что типа, у тебя, вот, у тебя вся карьера поперла. А я бы сейчас, вот это бы, сделал по народу. Сейчас бы ездил городами, да пофиг. Не из-за этого. Это какая-то внутренняя противоречие, и вот это дурацкая какая-то любовь, вот, которую я не хочу отпускать. И поэтому путаюсь и волнуюсь. Любовь же может оставаться, даже если ты территориально не там. Безусловно. Но в отношениях на расстоянии это тяжело. Я хотел бы рассказать немножко сентиментальную историю о том, как я уезжал, потому что я сорвался, и был рейс в Барнаул с пересадкой. И, естественно, где была пересадка, она была в Перми. Да, и это было драматургически душераздирающе. То есть я в тот момент с мыслями, что я уезжаю из России навсегда. Все, моя жизнь делится на до и после. И вот я в Пермском аэропорту, я вышел, покурил, сходил до заправки, переодел носки и встретил там в аэропорту московского комика. Он мимо меня проходит, я такой, ты что тут делаешь? Он такой, я в Барнаул, пересадка, чтобы в Семипалатинск. Я такой, ну давай, садись. И мы долетели до Барнаула, надо было ночь переждать, мы сидели в ночном баре, который работает 24 часа. Мы досидели там до утра, и, собственно, сели в автобус, который вез нас из Барнаула в Семей. И это был мой первый выезд за границу в целом. Я думаю, запомню его точно навсегда, потому что, когда мы ехали до границы с Казахстаном, полный автобус мужиков, все молчат, тишина гробовая. Как только мы пересекли границу, все сели, гул начался, люди начали смеяться, я тебе клянусь, смеяться начали люди. Просто все что-то это вызванивать кого-то. И мы приехали в Семей, и я тогда романтизировал. Мы прошли мимо дома, который то ли дом-музей Достоевского, он же там в ссылке был. В Семее я подумал, я как Достоевский. Ну, важно же себя успокаивать какими-то вещами. Я Достоевский. И я хорошо запомнил момент, когда мы ехали потом в поезде до Алматы, и было солнце. Яркое-яркое солнце и степь бескрайняя. И я тогда Тлеку, с которым мы ехали, я сказал, ну это и голубое небо чистейшее, степь. Я такой, ну вот я понял, почему флаг Казахстана выглядит так. Вот, было красиво. А потом уже начался быт, я приехал в Алматы, зашел в стендап-клуб, тогда еще не готовый, и зашел просто не в алматинский стендап-клуб, а в московскую гримерку, потому что все там были. Просто все. И известные тоже. И известные, и неизвестные. Был сюрреализм был. Какой процент из той гримерки вернулся в Россию? 95. Каждый раз, когда уезжали, теми или иными пачками люди, иногда я думал, клево, что человек уезжает, потому что ему здесь плохо. Ну, а там будет лучше. Там будет лучше. Это я ни в коем случае не думал, о, сдались. А я
не сдамся. Ты несколько раз, но чуть-чуть заезжал в Россию в... К родным, близким и несколько концертов давал, да. Тебе было страшно заезжать? Первый раз только, потом нет. Ты говорил, что потер все из Инстаграма, что могло бы смутить людей. Я говорил? Ну да, что... Рилсы? Ну да, скрывал. Архивировал, потом возвращал. Ну, первый раз сыкотно было. А что в этих рилсах было? Ну, там, я не помню уже. Ну, что-то из обыкновенный туризм, скорее всего. Что-то там... Например, шутка, когда ты только эмигрировал в Казахстан, ты в обыкновенном туризме произнес: «Мне 26, я впервые за границей, с моими путешествиями получилось как с незапланированной беременностью. Я сидел и думал, ну карьеру построю, загуляюсь, для себя поживу. В итоге все портит какой-то мудак, который не может закончить вовремя». Так это же есть в интернете. Какая разница, скрываешь ты или не скрываешь в рилсе? Да это внутреннее успокоение. Все, я понял. Я же понимаю, что... Нет, они не найдут этого в интернете. Да, конечно, это просто, чтобы оно не мелькало, мне так спокойней. Какие у тебя дальше планы по поводу нахождения? Ты проехал с небольшим туром по Сибири даже? Да, 3 города и Казань еще была. Что ты после этого стал думать о будущем? Оставишься в Алматы или возвращаешься в Россию? Вот мы хотели принять решение как раз после концерта, и сейчас приняли решение, что возвращаться пока не будем. Почему? Не хочется, надо принимать решение мне наконец-то, взрослое, о том, что я уехал или я не уехал. Вот. И ты меня поймал в самый неудобный момент, когда я вот надо решить, и тут такой вопрос. И... Да. После смерти Алексея Навального я подумал, а куда? Куда я возвращаюсь? Вот. И розовые очки мои разбились обратно. Ты чувствуешь себя в Казахстане дома? Я говорю дом, и мне больше всего не нравится, когда меня поправляют. Это дом уже для тебя? Конечно, дом. Я надеюсь, да, дом. Сейчас, да. Я в этом плане еще приезды в Россию. Вот, знаешь, что это за любовь? Почему я не могу отпустить? Вот в какие моменты. Меня это задевает. У меня есть один из лучших моих друзей. И мы когда с Марго были в Петербурге, мы зашли к нему в бар. Да, он был чуть пьяненький, но это не суть. И все началось с каких-то таких подколов в мою сторону. Сначала добрых, потом что-то идет. И он сказал фразу: «Ну как вам у нас в России?» Ну, он намеренно так сказал. Да. И я взорвался просто. Ну, в смысле, у нас. У меня тоже. Я стоял, тыкал ему в грудь вот так пальцем. Мы никогда на таких тонах не разговаривали. Я тыкал ему вот так в грудь пальцем и говорил, что ты... я не горжусь этим. Но и контроль потерял. Я говорил о том, что во мне России намного больше, чем в тебе, в твоих словах. Не смей так говорить. Он прислушался? Он извинился. Может, поэтому для меня так... Извини, что я подглядел, я просто... Это было еще, когда мы готовились к поездке. Вот. Ты реально перешел уже на деньгоисчисления в тенге. В тенге, да. И ты сейчас будешь отправлять в этом платеж. Да, своему лендлорду платеж за месяц за квартиру, да. А 300... Я могу назвать сумму? Да. А 320 тысяч Или на тенге? 4,9. Ну, или на 5. То есть это получается 64 тысячи рублей. Да, за двухкомнатную в центре. Алматы? Да. Прикольно. Просто это важный момент иммиграции. Хотя Да, ты не знаешь, да, наступила она у тебя или нет, когда ты уже живешь в другой валюте. Вот. Я тоже не сразу... Ну, точно, и мне в тенге очень удобно. То есть я уже не считаю, а сколько это в рублях. Я стараюсь не акцентировать на таких вещах. Ну, вот как-то оно случается, хорошо это или плохо, это факт. О, прикольно. Все, теперь мне есть где жить еще месяц. У тебя есть рубрика, которая называется «Сладкая жизнь». Подкаст. Моноподкаст. Соло-моноподкаст. Соло-моноподкаст, где ты выкладываешь... Юра, это моя мечта, чтобы ты произнес то, что выдумано просто по такому фану, дошло до
тебя, и ты говоришь слово моноподкаст, это просто разъев. В сладкой жизни Андрей на каком-то красивом фоне берет сладость, органичную тому месту, где он находится, и просто болтает за жизнь. Да. Мы не могли не воспользоваться возможностью, поскольку декораций красивых здесь видимо-невидимо. Может быть, не так красиво, как маковое поле под Алматы. Точно, Тут точно не так красиво. Спасибо, мы очень старались. Просто браво, выглядит фантастически. Спасибо. Может быть, не так красиво, но тоже ничего. И мы решили попробовать несколько местных балканских сладостей. Да. Ты запустил это, потому что ты сладкоежка. Да, и потому что я хотел научиться один перед камерой разговаривать. При этом ты не выглядишь как человек, который много сладкого ест. Я вообще чуть-чуть не толстею. Генетическая вешу- лотерея. Да. Завидую. Хоть где-то. Завидую. Так, мы взяли 2 штуковины. Когда... Подожди, Юр, завидуешь? Вот это кокетство. Что? Вот это кокетство, что ты типа не худой. Не, ну, это на самом деле просто миф. То, что я действительно выгляжу как дрищи, как человек, который болеет, но если снять футболку, там борьба за то, чтобы было меньше сала, идет каждый день, к сожалению. Просто с появлением масс-маркет одежды и возможностью носить оверсайза многое можно стало скрывать, возможность. Так, когда госпожа в пекарне, вот соседской, придорожной, нам накладывали вот это, там так текло, что важный момент, я не ем сладкое практически, я отказался от этого удовольствия, я, в общем, выбирая между вином и сладким, я решил выбрать вино, оставить в своей жизни только. Вот, но выяснилось, что как бы все-таки хочется. Потому что когда это накладывало, у меня просто случилось, я не знаю что. Ну там уже пакет молока в ней. Да. Это очень важно препарировать, объяснять всю ее сочность. То есть она нам уже выложила, и здесь уже как бы вот копится молоко. 3 леча переводится 3 молока, и, собственно, надо это пробовать. Че, Юр, на бродершафт? Давай. Ё-моё, я думал, ты не согласишься. Это просто трэш. Значит, смотрите. Сверху что это, глазурь? Шоколад, что? Какой-то жженый сахар, что-то вот такое карамельное. Дальше бисквит. Да. Это бисквит называется? Да. И молоко. И молока. Это, Много. скорее всего, не просто молоко. Здесь еще парное молоко и еще какое-то молоко. Неспроста называется 3 молока. И вот что мне очень всегда... Ешь, Юр, я поговорю. Мне нравится всегда пропитанные сладости. То есть здесь важно говорить по текстуре. Вот это вот карамельный верх, пропитанный бисквит, но все они работают по отдельности во рту. Нет мешанины какой-то. Ты чувствуешь? По отдельности во рту. Работают. Да, работают, да. Да, ёбывать сюда, ёбаный в рот, Юр. Очень вкусно. Ты после этого людям говоришь, что ты сладкое не ешь. Я не ем сладкое, отказался от этого удовольствия. По текстуре. Вот это вот... ёбаный в рот, Юр. Очень вкусно. Ну, еще раз. Я официально грешу сейчас. У меня индульгенция на грех. Чаем запивай. Допиваем. Тебе бывало когда-нибудь так вкусно, что петь хочется? У тебя так на каждом соло-моно-подкасте, я правильно? Да. Песня для тебя много значит, да? Ну, музыка в целом, да, 100%. 3 твои любимые группы. Пока мы за кадром ты прям The Cure, кино, саундтрек к «Таксисту», там неизвестный мне артист был. Мэлс Дэвис. Прости. Ну, там точно была какая-то труба. Да. Топ-3 любимых музыканта или музыкальной группы? Фрэнк Оушен точно на первом месте. Так. Блин, топ-3 это всегда сложно, ну пусть будет, кто первый в голову пришел. Фрэнк Оушен, Аукцион и... Ну, блин, мне нравится кино, но я не знаю, в топ-3 ли они моих любимых ходят. Хочется какое-то другое. Пусть будет Марвин Гей. Это культовый R&B, соул исполнитель, у которого очень была интересная карьера. Выдающаяся и выдающаяся грустная. Насколько я помню, он всегда хотел, у него был отец, то ли проповедник, как-то связан, в общем, с религией. И его тоже воспитывал как очень правильного мальчика.
А тот его вело в музыку. Он был очень страстный. Короче, абсолютно про другую историю. Не консервативно. Не консервативный. И он занимался это была сексуальная музыка. Это была одна из самых сексуальных музык. Он был в нужное время, в нужном месте, в нужную эпоху, но закончил он очень грустно, и закончилось все тем, не говоря про то, что он на закате своей карьеры проводил время чаще всего в мотелях и мастурбировал бесконечно на порнографию. Он отцу принес какую-то сумму денег, мол, смотри, я доказал тебе, что я твой сын, принес что-то там $1 миллион. Отца это не устроило, все равно он позор семьи. Закончилось все тем, что на ужине отец то ли ударил, то ли накричал на жену, его мать. Марвин заступился, его отец застрелил его. Очень бы хотел посмотреть про него фильм, как вот тот же Рэя Чарльза. Мне кажется, про Марвина Гея было бы тоже просто блестящая работа. Фильма нет. По-моему, нет. Я бы знал. Нет. У тебя 5 концертов уже вышло. Да. 5 концертов за неполных 4 года. За 3,5. Это же дикий темп. Ты не боишься превратиться в комедийный конвейер? Ну вот, прикинь, на 5-м концерте только получилось наконец сказать что-то дельное. То есть не конвейер, это подходы, как в тяжелой атлетике. Я надеюсь, что нет. Мне же нравится. Сейчас просто такой этап, надо что-то другое, кроме семьи, понять, понимаешь, семья настолько глубокая тема была для меня, но еще сейчас концерт про это делать, это будет уже перебор. Надо искать другие в себе темы, грани, думать и развивать, меняться. Там уже я с удовольствием буду во всех там подкастах, интервью говорить о том, как моя мама поживает, или вспомню что-нибудь о своем детстве, обязательно вспомню. Я думаю, моментами это уже даже кому-то и кринжово, и на каждый случай у кого-то я скажу, а вот у меня в детстве, блядь, вообще была вот такая вот хуйня у меня была. И порой, наверное, это кому-то надоедает, но мне это точно никогда не надоест, просто это надо из материала убирать. Давай попробуем вторую штуку. Давай. Это тулумба. В целом... Я хочу руками, прости. Давай. Можно? Это Ой. просто, когда надо, Ой. это просто... Ой. В Испании одна из важнейших сладостей — чуррос. Она, правда, гораздо чуррос тоньше. очень люблю. Горячий чуррос. Андалусийский, он, правда, посыпан сахаром, тоненький, но бывают туристические версии, когда там прослойка шоколада, чего-то еще. В общем, это напоминает. Посмотрим, как оно на вкус. Я в таких случаях говорю «мамма мия». Хоть мы и не в Италии, это безумно вкусно. Кстати, говорят, что черногорцы в своей эмоциональности похожи на итальянцев. У них даже жестикуляция бывает вот такой вот похожей. Я тебе знаешь, как скажу? Таким даже не жалко засвинячиться конкретно. Да? Не, я готов в жертву тоже приносить. То есть, если я что-то капну, я вообще ни о чем не жалею. Ё-моё, Юра. Да. Как твоя жизнь за последнее время финансово изменилась? В лучшую сторону. В нормальную. Что сказать, я стал больше зарабатывать, вот могу концерт снять за такие деньги. Живем в Алматы, нормально. Съездили отдохнуть. Куда? В Таиланд? В Таиланд съездили отдохнуть. Да, было очень клево. На 2 недели съездили в отпуск. Это было обалденно. Нормально. У тебя есть какая-то материальная цель? Не. У меня, я думаю, с капиталом ничего никогда не получится. Да блин, тут смешно. Я в этом году заработал... в конце прошлого года заработал свой первый $1 миллион рублей, чему был безумно счастлив. Вот прям лежал $1 миллион. В карте? Да. И я такой, блин, мой первый $1 миллион. Так круто. И потом, через сколько-то месяцев второй $1 миллион. Я такой, мне срочно нужно накопление. Срочно нужно накопление, куда-то вложить. И нашел, собственно, человека. Мне он показался очень в этом плане логичным, последовательным. И
Мы с ним работали какое-то время там, по крипте, и как въебал он просто лям рублей. За несколько дней до выпуска концерта я узнаю о том, что он въебал лям рублей, и он не может мне его отдать. Так, а как это выглядит? Это как условно, кейс Павла Деревянко? Или... Ну, то есть он говорит, дай 1 000 000 рублей, я вложу в крипту, оберну и дам тебе сколько там? 1 200 000. Вот У так меня, было? смотри, в чем дело. Почему Давай расскажем, чтобы не повторили ошибок. работайте с родственниками аккуратней. Не мама? Нет. Но я не думал никогда, что когда-то у меня пропадет мой 1 000 000, и больше у меня нет ни сколько миллионов. Второй ушел на концерт. Да. И я не думал, что я буду расстраиваться всего 1 день. Ну а хули? Ну а что я сделаю? Вот теперь я буду вот этим человеком. Эти ваши деньги в интернете меня не волнуют. У меня лежит, не трогайте. Он купил монету с дуру на все средства, и она заскамилась. А какую? Я не помню. Ну, Хули ля монет уже, какая монета? Да не знаю, рубль. Не знаю, какую монету он купил. С покемонами. это был просто ошибка, а не воровство. Ошибка. Да, у меня никто не обманул, не соврал. Это была просто тотальная ошибка. Моя. Фатальная. Я сказал тотальная? Да. Ёпта. Фатальная. Ну, короче, мы постепенно. Я тут $1000, потом еще одну. И в итоге я вложил 6. И мы за полгодика мы росли потихоньку, там созванивались каждую неделю-2. Он говорил, давай вот это попробуем, давай вот это, вот там. То есть каждый шаг он заверял? Да. И доросли вы до скольки? До 10,5. Ого. Вот. И зачем-то он вложил в одну монету это все. То есть в какой-то момент человек, который принимал очень Последовательно. выверенные решения, в какой-то момент просто, что-то лупануло. Что-то лупануло, да. Психанул, самонадеянно поступил. Вот так. В чем я его, кстати, я не виню ни в коем случае. Вдруг он это смотрит и подумает, что я на него злюсь там, или еще что-то. Ни в коем случае. Для меня теперь это веселая история. Честно. Сказал это с очень грустными глазами. Ну а что? Мы уже же посмеялись, что я сказал, что цель финансовая, не проебать все разом. Мне нужна твоя любимая сладость, которой у тебя ассоциация есть счастливая. Можно подумать? Да. Вполне вероятно, что это может связано с детством, или с детьми. Блин, я бы мог что-то придумать, но... Ромовую не бабу придумать. уважаешь? В детстве я любил очень сильно, да. Я любил. Но для меня в детстве, я рос довольно бедной жизнью в детстве, и вот в целом... Ромовая баба была роскошью. Ромовая баба, это была такой, если не люкс, то это был upper middle class. Это факт. Да, И было, знаешь, какое расстройство, что ромовую бабу, это не ежедневная сладость, и ты покупаешь, и, блядь, там вообще чуть-чуть пропитки. Сухая. Вообще сухая. И ты делаешь вид, что тебе хорошо. А не хорошо, все плохо. Это, блядь, буханка, дали тебе эту... Но по расписанию надо делать вид, что хорошо, потому что раз в неделю дорвал... Тогда потом скажут, я тебе тогда купила. Ты с недовольным ебалом сидел, ел эту ромовую бабу, всем настроение испортил, так что давай-ка, пожалуйста, все, переходи сейчас на другую. Сейчас батон просто с хлебом. Я знаю. У меня любимая сладость детства — это свердловская булочка. Подожди, или свердловский кекс? Булочка, С изюмом? Не, она сахарком такая присыпанная была. И я помню, что когда у меня накапливались какие-то карманные деньги спустя какое-то время, и самый такой вот люкс, самый флекс, который я мог себе позволить, я мог пойти в булочную и купить себе 0,33 спрайта. Вау. Это было раз в 3 недели, может быть, в месяц. И вот эту сдобную булочку свердловскую. И это просто я ел, и это было, очень кайфово. Я чувствовал так, как будто у меня бибикает тачка спортивная под 9-этажкой на 16-й парке. Вот про эту эмоцию я говорил. Да. Вот прикинь, ты вспомнил эту сдобную булочку с сахаром. Прикольно. Просто как факт. Не возвращение к ней, а что вот она была.
Блин, ну представляешь, насколько у меня сейчас вытащилось все, вытеснилось. Я, действительно, сладкое не вызывает у меня таких ассоциаций. Вот. У меня И- уже тоже оно таких не вызывает, но вообще вкусы, запахи, в целом моя заточенность на ностальгию. Мне важно не забывать каких-то вещей. А у тебя- А еще интереснее вспоминать при помощи вкусов, запахов. И почему этот подкаст наедине с самим собой? Потому что в какой-то момент ты расслабляешься так, что вспоминаешь вещи, которые не вспомнил бы в диалоге ни с одним другим человеком. Но редко ты реально садишься и почему-то час говоришь с собой. И в этом плане вот этот подкаст «Сладкая жизнь» и то, что с него начался канал, это значит для меня очень много, этот подкаст. И в этом путь видно. Путь? Ну, знаешь, я не помню, кто сказал эту фразу, но она мне очень нравится, я ее записал. Кто успевает записывать всю свою жизнь, тот и победит. Почему-то она в душу мне. И в этом плане сладкая жизнь как фиксация моментов, локаций, ощущений, воспоминаний. Это мой мини-дневник. И я могу сейчас посмотреть на первый выпуск с овсяным печеньем, и чего я не делал, кстати, еще ни разу. И я думаю, для меня я испытаю радость, когда это увижу. Ты когда возвращался в Россию ненадолго, заходил на ЧУС, программу стендап-клуба номер 1. Да. И там так вышло, что все комики сидели с брекетами? Или двое из троих? Костя только не в брекетах. Двое из троих. И в комментариях писали: наконец-то комики стали хорошо зарабатывать, у них теперь есть брекеты. Да, но я там читал комментарии о том, что у них у всех с зубами? Типа, почему они взялись? Это, знаешь, как брекеты у комика признак того, что карьера в гору идет. Но при этом у Кости Пушкина, я думаю, он уже не в том возрасте, он уже не ставит брекеты. Сейчас же больше ценится как будто натуральный прикус, все как есть, больше, чем ровные зубы. Ты не заметил такой тенденции? Как мне написали, что Андрей потерял изюминку. Из-за того, что зубы выпрямляют? Да. Но это исключительно, когда ты уже начинаешь думать о здоровье с возрастом, когда говорят, у тебя начнет болеть спина, хрустеть челюсть. Ты такой, ну как же, у меня же есть изюминка. Тут надо сделать выбор, здоровье или изюминка. Но при этом у тебя, ты там копил на брекеты, то есть это был каким-то важным пунктом, или ты просто подумал, почему Не-не-не, не я поставить? вообще думал, что никогда не поставлю брекеты до тех пор, пока проблемы не начались со здоровьем. Мне сказали, что их срочно надо ставить. В ЧУСе была реклама ВКонтакте. Да, но я об этом не знал. Я узнал об этом только когда она вышла. Когда вышла программа, я, подохерел чуть-чуть с этого. Почему? Я никогда не сотрудничал с ВК и не хочу сотрудничать. И тут так резко, оказался прирол. Но при этом я подписал доки, о том, что там я в целом совсем согласен. Это не было ударом в мое сердце, но мне было слегка не по себе от этого. Для ребят из стендап-клуба нет проблем, что ВКонтакте. Но я с ними не общался, но по всей видимости, нет. Пока мы здесь ходим, меня прям удивило, насколько ты социализируешься в том месте, где живешь, в Казахстане. Да. И как иллюстрация, Андрей нам в подарок привез вот это. Чтобы ты понимал, Айсултан привозил, когда мы с ним виделись год, кажется, назад, он привозил то же самое. Еще Айсултан привозил, спасибо большое, футболку Born Казак. А я сейчас в этом же бренде. Этот бренд делает эти футболки, я сейчас в нем. Ну, логика же в том, что, казах — это свободный, да? И, рожден свободным. Я поэтому только дома ее ношу, а не на улице, потому что это, мне кажется, нескромным. Это слишком дерзко. Я многое на себя беру. А дома супер. Офигеть работа, да? Да, мне очень нравится. Сели на берегу, точим. Ну, ты рискуешь. Что, Этим всем. Когда это все в тебя попадает. Это зависимость. Как пел Федук до того, как его карьера пошла на пик, отработал в спарринге с братаном. Да. Я хоть и не в спарринге это буду отрабатывать, но... Так, давай. Шоколадка Казахстан. Базовый молочный шоколад. Приятный, очень вкусный. Да. Чувствуешь? Угу. Дух свободы. База. Базовый? Дух свободы. Это тебя так милиционер на улице в Казахстане спрашивал? Было. Расскажи. Он не спросил про дух свободы. Свободно дышится? Свободно дышится, Расскажи. Мы шли по улице, там... Ты только уехал.
я только уехал, это были, по-моему, первые 2 недели. Самый хардкор, когда мы... Ну, короче, не суть. И мы шли по улице, шел полицейский, проверка документов, посмотрел. Ну, типа так, с претензией. Говорит, что, свободно дышится? Я говорю, да, свободно. Ну, все, короче, ну это было странно. Особенно я тогда был очень ранимый. Тебя чуть обидело? Обидело, да. Ох. Да ну что, ну просто, конечно, ты ищешь подвоха, тебе страшно, тебе непонятно, тебе неизвестно. И любую подъебку ты воспринимаешь как злую. Это уже прошло, но это в материале там не про это. Свободно дышится, это больше про то, что в Алматы смог, и там на этом шутка строится. Вот, а не на том, что «а ваши полицейские меня подъебывают». То есть там 2 этажа у этой шутки. Да. В Алматы, каким бы прекрасным ни был город и люди, которые в нем живут, Очень прекрасно. Да, дышится не всем легко, потому что там Да, смог. да, роза ветров Да. плоховато, и порой очень серьезный смог, и да. В приложении показывает уровень красный. Когда я изучал то, как ты подходишь к работе, и когда мы с тобой здесь путешествуем и общаемся, у меня сложилось ощущение, что ты в какой-то момент захочешь уйти в режиссуру. Было бы круто, да, я бы очень хотел. Но я вот что скажу. Уйти в режиссуру, я бы не хотел уходить. Вот это опять... Попробовать. Нет, вот это опять глупость, что надо радикально во что-то уйти. Хотелось бы делать и то, и другое. И быть сценаристом, режиссером, стендап-комиком, а не вот это опять в 30 лет начать жизнь, пойти учиться куда-нибудь. Хотя в основном все режиссеры говорят, что надо просто брать камеру и снимать. Надеюсь, когда-нибудь что-нибудь сниму. Это было бы очень интересно, потому что уже, считай, чем круто было делать там с первого концерта до этого, то есть ты участвуешь на всех этапах, и ты уже в производстве конкретно. Я уверен, что кино сильно отличается, что там свои законы, нюансы, все еще сложнее, но от того интереснее было что-то снять. Я просто переживаю, что комедийное мне будет сложно снять. Комедии тяжело снимать, хорошие. Я даже не представляю, как. Я бы мечтал, как Адам Сэндлер, честно. Собрать корешей и снимать кино, которое тебя порадует в любой момент твоей жизни. Если я вижу в самолете фильм с Адамом Сэндлером, я включу его. Если мне тоскливо, я включу «Большой папа». Круто, как они друзьями собрались и просто кайфуют, выпускают пачки, уже не такими большими пачками, как раньше, свои простые фильмы, которые лежат на DVD у миллионов людей. По всей планете. Но я думаю, у меня так не получится, но Адам Сэндлер в этом плане как стендап-комик. Вот у него пару-тройку лет назад вышел стендап-концерт обалденный. Ну вот он вернулся, сделал концертик. Очень классно. Да, советую к просмотру. Надо, вот она... Что? Давай чью. Так. Там чуть есть. Все. Бля, Юра, знаешь, я бы мечтал, чтобы мы сидели с тобой и делали это. Черногория супер, очень красиво, но я бы хотел, чтобы это было под Камским мостом. И я бы хотел, чтобы это было под Камским мостом. Вот, просто почему-то я так почувствовал, когда ты налил. Федь, твое здоровье. Ура. Чай стал покрепче. На вкус как начало алкоголизма. Когда ты в чаек для вкусу, для ароматов. Юр, ну мне вот 27, ну вайбы вообще пиздец, у нас 50-летние, мы сидим, а давай, я... И еще шкалик такой, фунфыри, как его, мерзавчик, как ты его называешь? Я? Как у тебя называли, у тебя в Москве, как это называлось? Ну, скорее шкалик. Шкалик. Фунфырик, мерзавчик это еще у людей называется. Мерзавчик. В народе. Вот. Еще шоколадочку мы так разложили, но это просто... Блядь, кому скажешь, не поверят. У меня в шоу «Книга жалоб» я в конце гадаю. Гадаю на стихотворениях. Украл идею, каюсь, у Николая Солодникова, но он уже так не делает. Но так эпигонствовать, это просто неприлично. У Коли, если что... Не Коля придумал гадать на стихах. Русское поле экспериментов у него было, да? Было, да. Да, У меня, я тебе сейчас покажу, что у меня. У меня была Ахматова какое-то время, Так. потом был Пригов, я меняю авторов. И в данном... сейчас у меня небольшая книга стихов.
Мне ее подарили на концерте. Вот такая вот книжка. Небольшая. Книга, в ней собраны поэты исключительно из Пермского края. Очень важно, что все эти поэты работают в правоохранительных органах. И каждый из них подписан, откуда и кем он работает. Вот, например, автор. Вот там, Кушенков Александр Николаевич, капитан милиции. Из Добрянки. Город Добрянка. Так. И так после каждого практически Вау. стихотворения написано «Все они из Пермского края, силовики». И книга называется «Наша жизнь». И, собственно, по ней я гадаю. Иногда получается смешно, иногда не смешно. Как по-разному, короче, получается. Я хочу тебе погадать. Давай. Я хочу от тебя какой-то... Нет, от тебя нужен искренний вопрос. Может быть, любой. Меня спрашивали, какая будет завтра погода, когда там диплом, про смерть диктаторов спрашивали, про переезды и все такое. Что чувствуешь сейчас? То есть спроси. Всего 100 страниц. Блин, супер. Сейчас мне очень интересно подобрать. Но про когда умрет Путин тебя спрашивали? Конечно. Не сбывается. Когда закончится война, тоже спрашивали? Да. В каком месте я буду жить ровно через год? А ты хочешь уехать откуда-то из места, где ты сейчас? Нет, я просто понимаю, просто что жизнь мир может так- сложиться так, что все может быть что угодно. Да, страниц. 46. Нет. А здесь сколько страниц все? 100. 84. Снаружи свежий ветер свищет, и сквозь разбитое стекло приправы дал огню для пищи. Сначала вспыхнуло трюмо, затем по стареньким обоям шипящее пламя поползло. Но парень не ушел из боя, остался всем смертям назло. Лишь на секунду показалось от гари черное лицо, а снизу в кипах поднималось к нему товарищей звено. Продолжать? Да. Они всегда других спасали, но вот когда его нашли, для друга первый раз вязали узлы спасательной петли. Это про пожарных? Наверное. Так. Интерпретации открыты. Ну, начало — это просто вот как бы мое ближайшее будущее. То Да. есть все более и более бедная Свежий жизнь. ветер ищет, обои, приправы дал огню для пищи. То есть я буду жить в нужде. Вот. Это... Здесь самое главное не то, что ты будешь жить в нужде. Возвращаясь к счастью и к преодолению, всем смертям назло, и то, что рядом будут люди. Друзья, товарищи. Друзья, вот, да, не просто люди, а друзья и товарищи. Мне кажется, это намного важнее. На то, чтобы жизнь становилась беднее, но при этом мы были в бою и рядом были товарищи, я согласен, это будет прекрасный прогноз. Вот такая вот книга. Просто супер. Тебе 27? Да. Кем ты себя видишь, когда тебе будет 30? Через 2,5 года? Блин, было бы круто отцом себя увидеть. Марго, конечно, сейчас охуеет с этого. Круто, я хотел бы детей. Не знаю. А почему хотел бы? Кажется, дети — это круто. Почему-то вот захотелось мне. Мне так захотелось тебе ответить, что дети — это круто, и в этом смысле, знаешь, какой-то резкий у меня переход. Естественно, наверное, многие думали 23, не, какие дети, ответственность, все такое, и что абсолютно верно. И вот сейчас мне 27, да, я могу иногда проебать какую-то денежку большую, но я без хлеба нас не оставлю, без крыши над головой. Хочется радости вот этой, и хочется... Знаешь, я в этом плане... Сейчас будет шутка, что в этом плане я увидел, что child free, я увидел Reels, там девушка сказала о том, что мне вот в этом мире небезопасно и страшно. Я не хочу приводить в этот мир еще одного человека, которого я не смогу защитить, так как я не знаю, могу ли я до конца защитить себя. И я просто... Вот так она сказала. Это Зоя Равицын был. Может быть, я просто помню, что я увидел... Это Reels. русский язык был? Да, это был русский язык. Это Зоя Равицын, по-моему. Все, окей. Зоя Равицына. Это сейчас добавляется. Короче, не суть. Вот в чем-то здесь комедия и правда есть. Что смысл в том, чтобы как раз-таки детей, чтобы было с кем разделить пиздец этого мира. В хорошем смысле. Не передать, а разделить этот пиздец. Чтобы в какой-то момент вы жили, неважно как, хорошо, плохо, по-разному жили,
И вот твоему там, дочери или сыну исполнилось, не знаю, там, вот 27, как мне, и вот мы садимся напротив друг друга, просто буднично едим суп, и в какой-то момент я поднимаю глаза и говорю: пиздец, да? И ребенок, и он все понимает, как взрослый, осознает, что мы испытываем очень похожую эмоцию. И это не плохая эмоция, а очень добрая. Очень, ну, это про сопричастность и про этот... Ну, про помощь друг другу ты имеешь в виду. И финальное. В чем сила? Я думаю, что сила в желании, потому что когда у меня было искреннее желание, вместе с ним добавлялась какая-то огромная сила. Не важно сказать, что желание — это и страшная сила, ведь, мне так важна эта мысль, и я так боюсь неправильно ее сказать, Ну, давай что никто не может отобрать у тебя желание. Вот я к чему хочу сказать. И в те моменты, когда ты чувствуешь какую-то безнадежность и страх, тебе кажется, что все, что ты делал, все решения, которые принимал, неправильные, мне кажется, важно вспомнить, чего ты в этой жизни по-настоящему хотел или желал. Желал так, вот давай вот просто, ты хотел эту булочку с сахаром так сильно, и надо вспомнить, как ты встал к кровати, думая о булочке с сахаром. И за эту ниточку этого желания схватиться. И понять, что нет ничего важнее, кроме этого. Когда у человека нет желания, жизнь на этом заканчивается. И мне кажется, пока есть желание, есть жизнь. Вот как мне кажется.